Всем привет, ребята! 14 января, старый Новый год. Я еще застал, ребят, те времена, потому что даже 2 месяца, ребята, прожил в СССР. Родился 91-го, 14 июня. Ну, как многие знают, что в августе СССР распался и стала уже непосредственно Россия. Глубинка, ребята, Республики Коми, поселок. И этот сезон, этот год, ребята, зимний сезон 2024, я начинаю с большого путешествия. Сегодня, ребят, я уезжаю в далекие края. Для меня прям далекие, но так получается, что по времени они будут не особо долгие. Потому что, ребята, до Москвы я буду добираться на самолете. Первый раз лечу, ребята, даже такой мандраж, ну, когда-то надо пробовать, правильно? Соответственно, 30 лет уже отжил, а на самолете еще ни разу не летал. А вот сегодня и попробуем. В общем, ребята, глубинка, поселок, деревня, 300 человек населения. Сегодня выезжаю до Сыктывкара. Сегодня у меня посадка, вылет. Доезжаю до Москвы, ну а потом в Тверь, ребята, в Тверскую область. Все началось с создания телеграм-канала. Я создал его, может, месяц назад. Там у нас уже 1700 человек. Общаемся, поздравляем с праздниками, с добрым утром, добрый вечер, какие-то нюансы. В общем, погода и так далее. И так получилось, что в личном сообщении написал мне человечек, попросил адрес, отправил посылочку от души, кто смотрел, ребята. Посылочка от Пашки, крючки, поводки, помните, ребят, кто смотрел? Ну и, в общем, так получилось, что с человечком начали общаться, начали списываться, разговаривать, начал делиться своими моментами по рыбалке. И, в общем, говорит: Андрюх, приезжай, говорит, ко мне в гости на рыбалочку, съездим. Я езжу в одно место, очень интересно, сам живет в Москве, но ездит в Тверскую область. Непонятно, конечно, известно это водохранилище или это какое-то озеро, или неизвестно. Но, в общем, он там постоянно рыбачит, постоянно отдыхает с семьей, с друзьями. Я так понимаю, что там база, хорошая база на берегу. И, в общем, жерлица, ребята, и рыбалка на судака, на жерлице. Для меня это интересная рыбалка. Я никогда не ловил судака. У нас здесь есть, но очень мало. А там именно в количестве, в качестве. В общем, ребят, как-то так. В общем, 16:00 сейчас, ребята, сейчас 4 часа вечера. Смотрите, как удлинился день. Прям плотненько так уже, смотрите, уже вот на час. Еще неделю назад в это время уже было темно, а сейчас вот только-только начинает темнеть. В 18 часов, ребята, у меня отсюда маршрутка. Я еду до Сыктывкара. В 9:50 у меня посадка. В общем, лететь всего лишь 2 часа. Ну и, в общем, в Москве уже будет встречать Паша. Ну а так, выезжаю до Сыктывкара, ждет Васильевич. Он меня там довезет до аэропорта. Короче, как-то так. В общем, ребят, домой. Небольшие сборы. Я только-только приехал. Сборы-то вообще ни о чем, потому что еду просто налегке. Жестко, плотно, налегке. В общем, ребят, давайте начинаем. Еду на неделю. Погнали. Вещи, ребята, у меня ручная кладь, 5 килограмм. Кстати, очень удивился, что билет на самолет стоит, ну, в данный момент лечу до Москвы всего лишь на 2000 дороже. Ну, соотношение, ребят, багажа идет дальше сумма. Ручная кладь у меня, в общем, 5 килограмм, ребята, самый бюджетный вариант. Если вы хотите ручную кладь 10 килограмм, еще плюс сумма. И получается, если вы хотите еще багаж, допустим, там 10 килограмм, то, соответственно, вообще там другая сумма. В общем, у меня ручная кладь, ребята, это будет рюкзак. Габариты 40 на 30, высота 30, в общем, 5 килограмм. Естественно, здесь гаджеты, ребят, документы, вещи, потому что все организовывает Пашка. Снасти, в общем, короче, организовал все полностью он, и нам так было удобнее прилететь мне в Москву ночью и ехать до Тверской области, ребят, на машине именно в ночь. А обратно уже я полечу, поеду на поезде. Так что все, вот, билеты куплены, как-то так, ребят. Ну, в общем, все, пакуюсь. У меня новенький гаджет, ребята, хочу его в эту поездку взять, потому что будем рыбачить судака жерлицами, ну и хотим рыбачить вибами, пробовать ночью. В общем, охота именно, ребята, его половить на удочку. Но опять же, Пашка говорит, очень много леща, местные ловят ночью в палатках. У Пашки уже палатка завезена, он был там новогодние праздники. Печка, палатка, у него все уже на базе. Соответственно,
Что-то будем думать, что-то будем придумывать. Так, у меня до отправки, ребят, часик остался, так что я потихоньку собираюсь. У меня, ребята, есть вот такой гаджет, подводная камера. Приобретал уже очень-очень давно ее, ребята, от компании Calypso. И сейчас они начали производить вот такие холотики, ребят. В комплекте вот такая сумка идет. Сумка одевается так на грудь, я понимаю. И вот, в общем, холот у тебя вот в данный момент здесь. Вот такая коробочка. Ну, на коробочке сразу, ребят, показано экран 3,5 дюйма, увеличен цветной, режим зум природного слоя и 60 градусов угол обзора. Температура от минус 30 до плюс 50. В общем, вот такая коробочка, ребят. Так, документы, наклейка. Сам, ребята, эхолот. Вот такой небольшой. Кстати, есть резьба под штатив. Можно его. Сам датчик, получается, USB кабель и поплавок, соответственно, который продевается шнур, и чтобы в лунке он плавал. Ну, как-то так, ребята. Вот хочу его взять с собой и попробовать. Ну, на водоеме, понятно, откалибруем его, потому что так часто его не откалибруешь. Короче, сканировано для глубины, ребят, 30 метров. До 30 метров. А жалиться будем ставить и 10, и 8 метров глубина. Так что будем поглядеть. В общем, такой помощничек, ребят, у меня сейчас приобрелся. Ну, понятно, под мои условия, может, в принципе, он и не подходит. Потому что у меня все-таки рыбалка такая. Это все-таки вот кто занимается вибами, ратлинами, или вот леща вот зимой ловит. В общем, здесь даже, ребят, смотрите, держатель для датчика эхолота. Струбцины есть. В общем, можно и летом с лодки использовать. Ну, как минимум, вещь прикольная. Температура, глубину показывает. Это уже как помощник все равно будет, ребят. Так, все. Мне главное ничего не забыть, ребят. Самое главное, документы. Все в этом. Еду, ребят, в старом костюме. Еду прям в костюме, потому что, ну, всю одежду придется одеть на себя, чтобы у меня только влезли вот свои необходимые вещи. Новый костюм не одеваю. Погода нас встречает классно. Если у нас здесь 25 минус, то в Твери, ребята, -1, -5 будет у нас всю недельку. И погода у нас вот такая, прям крутая, теплая. Охота, конечно, взять какие-то свои вещи. У меня много барахла, тех же снастей, но, к сожалению, увезти я никак не могу. На будущее, ребята, если такие поездки у меня будут намечаться, заранее надо просто отправить транспортной компании до человека и уже потом ехать налегке. Так, ну все. 5230. Ну, в принципе, нормально, ребят. В принципе, нормально. 230 грамм, но там можно достать пару банки, и все будет классно. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Бронировали одно место, едете? Да, конечно. Будет серебристый микроавтобус 785 номер. Все, понял, где-то минут 15, да, я так понимаю? 15-20, да. Спасибо. Да, до свидания. Да, всего доброго. Так, друзья, ну что, столица Республики Коми, город Сыктывкар, 100 километров позади. Первый этап транспорта пройден. Подъехал на автовокзал, точнее на ЖД вокзал, извиняюсь, ребята. Ну, вот так он выглядит у нас. Ну, мне нужен аэропорт. Где-то Васильевич должен меня ожидать, сейчас позвоню. Красота, блин. Ехал на микроавтобусе, впереди, блин, парнишка что-то топил печку как не в себя. Я говорю, ну-ка давай сбавь, я говорю, в бушлате еду.
Все, ребят, погода шикарная. Морозики упали. Короче, звоню Василию. Василич забрал меня. Всем привет. А вот такая, ребята, у нас новогодняя коммуна. Это главная улица центральная города Сыктывкар. Сколько, Василич, населения? 200, да, где-то? Ой, я не знаю, ну, наверное, где-то такая так. Суета, ребята. Из поселка выезжаешь, одни собаки бегают. Что в Москве будет твориться, ужас, короче. У нас часик есть. Мы сейчас решили кофейку хапануть и потом на аэропорт. Так что вот такие дела, ребятки. Ну вот. Сегодня Старый Новый год, кстати. Красота, все мигает, блестит. Собачки бегают, котопсы, блин. Не только у вас, да, здесь да, тоже. Да. Ладно, едем кофе пить, ребята. Там все так деликатно сделано. Если вот так распять, понять не получится. Не сможет сделать вообще. Там видимо, точно лазерно все делано. Да. Микро вот это все. Да. И он там говорит, все, он там все говорит, этот продул, там чистил, короче, все нормально. Ой, у вас тут что-то стоит. Хитрый. Извините, пожалуйста. Что, ребятки, вот и аэропорт. Так вот выглядит у нас в Сыктывкаре. Кому может быть интересно. Короче, пойдем потихоньку разбираться. Сразу буду говорить, я с деревни. Я первый раз, короче. Два в носовой части, два в хвостовой части самолета. Выходы снабжены автоматическими надувными трапами. Два аварийных люка на плоскость крыла снабжены канатами. Our aircraft has 6 emergency exits. Просим вас оставаться на своих местах застегнутыми ремнями безопасности. До выключения табло «Застегните ремни». Пожалуйста, проверьте карман впереди стоящего кресла на предмет забытых вещей. Все, ребятки, прилетели
Все, во Внуково. Аэропорт у меня Внуково. Да и что, нормально, можно летать. Ухо только заложило. Капитально не слышу ничего. Короче, надо, ребята, искать Пашку. Где-то он должен встречать. Здесь, конечно, аэропорт не такой, как в Сыктывкаре. Здоровищий. В общем, иду, куда все идут. На выход. Ну что, друзья, ехали и приехали. Все, ребята, мы на базе. Вот наш домик. У Пашки уже все схвачено было, все уже забронировано. Кстати, по дороге проезжали там один населенный пункт. И там у нас уже ждал живец. Здесь столько живца, ребят, здесь такая беседка. Вот здесь у нас будет храниться сорога. Класс. Давайте, отдыхайте. Отдыхайте. Живца, ребята, здесь определили беседку под компрессор. Но в дальнейшем мы его хотим в садочек и водоем. Водоем, ребята, вот прям там сразу же. Ну вот такая база.
Такая база, ребята. Вот здесь домики. Но сегодня у нас вот этот дом, он абсолютно новый, ребят. Построили его буквально вот недавно. 7 часов утра, ребята, получается 13 часов я в дороге. Не считая там остановки какие-то. Самолет. Туда-сюда. Ну вот 6:50. 13 часов, ребят, я в дороге. И я на месте. Все, ребят, у нас разгрузка. Мы сейчас будем потихоньку располагаться. Покажу вам дом. Дом, ребята, просто со всеми удобствами. Свет, теплая вода в душ, стиральки, интернет. Короче, есть все, ребят. Ну, а потом покажу, конечно, базу, как все расцветет. Ну, пока, ребят, мы располагаемся. Что-нибудь перекусим, потому что вообще еще ничего не ели. Пашка топил. Шел снег такой, вот это как раз, ребят, свежий снежок накрапал. В общем, познакомлюсь с Павлом вас. Все, ребят, немножко рот запинается, надо немножко отойти от дороги. Класс. Впереди, ребят, неделя рыбалки. Рыба есть. Судак, которую я ехал, которую охота половить. Короче, все очень интересно, ребята. Будем разбираться. Вот так выглядит наш домик, ребят. Здесь вот такая беседка. Там я показывал уже, стоят у нас живец. Мангальная зона. Ну, потом Пашка тут все мне экскурсию сделает. Такая огромная баня. На базе никого нету. Ну, а там, получается, уже за забором водоем. Красота, ребят. Сосновый бор здесь. Сосновый лес. Воздух. Круто. В таких условиях еще, ребята, я не рыбачил. Вот первый опыт у меня. А в этой экспедицию все что-то новое. Первый раз на самолете. Первый раз буду ловить живца на жерлице. И первый раз в таких комфортных условиях. Я еще так не рыбачил. Я имею в виду с такими удобствами. Круто. А мы что решили, что будем делать? Ну что, спать не будем, да? Я не знаю даже. Я что-то уже слышу, что уже как бы... Я сомневаюсь, что это. Я усну. Рядом с водоемом. Скорее всего, если мы не ляжем спать, ты проснешься, а я жарить ставлю. Так, вот так вот будет выглядеть. Тогда нет, тогда не ложимся. Я думаю, надо сначала перекусить что-то. Колбасу. Ребята, у нас то ли завтрак, то ли ужин, то ли обед. В общем, хочу познакомить. Павел. Паша, как, братан, в доме вообще? Да, я не знаю, Павел. Павел. В общем, ребята, вот этот виновник торжества, который все это придумал, пригласил меня, сделал, в общем, помог мне с дорогой даже. В общем, ребят, я не просто так здесь. Короче, мы заехали, ребят, немножко распаковываемся. Ну, немножко вот перекус. Сразу, братан, спасибо тебе огромное. Вообще, я уже, знаешь, уже под впечатлениями. Это только начало. Это только начало. Рыбалка будет, Паша говорит, по-любому. Да. Живец есть, ребята, немножко покажу наше жилище, так скажем. Ну, круто, круто, ребята. Это новое, да, братан? Помещение вообще. Вот я вам говорил, ребята, под Новый год вот его подделали уже. Вот Паша здесь уже ночевал в новом году. Тут как кухня такая, ребят, смотрите. Ну, кухонка, полноценная кухня, есть все. Не знаю, у нас в деревнях, наверное, у людей такого нету. Все, плита, вода, ребята, холодильник. Здесь санузел. Ну, круто, круто. Такой санузел, ребята. Пожалуйста. Ну и, в общем, 2 комнаты, ребят. Вот такие 2 комнаты спальни. В каждой комнате телевизор. Буду здесь балдеть. Ну, а Пашка вот здесь. Вот так, ребят. Красота. Ну, в таких условиях еще, ребят, не рыбачил. Сейчас ждем рассвета и потихоньку будем рыбачить, потому что мы решили не спать. Решили вообще не спать, не отдыхать. Займемся рыбалкой сразу же. Я в предвкушении, потом покажу, ребят, базу. Паш, покажем, да? Да, конечно, покажем. Все покажем. Все покажем. Пашка покажем. И базу, и природу. Так что все, ребята, начинаем, как говорится. Все, с дороги, и что-то еще пока нет. Ну, не могу в ритм войти, что-то кипишую, что-то нервничаю. Ну, опять же, как бы... Сколько километров получилось? 360.
От Москвы. Прямо от Внуково. Внуково, да? От того, где ты меня забирал. И читай, Москва, получается, у меня дома 100 до Сыктывкара и что-то там 1,5, наверное. Ну да. Ну, в общем, ребята, около 2000 километров. Ну, самая дальняя и самая быстрая, да? Их преодолел, да. Вообще круто. Так что, ребят, все, мы немножко тут сейчас завтракаем и на лед. И скакиваем. Так, братан, добивай, что у нас, какие действия вообще? 7:48, 9 будет расцветать. Да. Сейчас мы вяжем жерлицы, остатки. Да. Готовим, да? Сегодня ставим все полностью. Без палатки пока. С палаткой. Сегодня делаем полностью капитально все, да? Да. Ну, по-любому нам кормить надо будет, или сейчас все это делать. Надо выставить палатку. Да и вообще, чтобы там все оставлять, не таскать сюда. Ну, все равно надо посмотреть, как бы, обстановку, да, что как происходит. Сейчас идет посмотрим. Потому что смысл возить сюда все эти санки, все это таскать нафиг надо. А так, получается, сколько примерно ты ходишь? 500? Да, километров, нет, 400. Так, да? Ну, особо недалеко так тогда, по идее. Да хоть недалеко, конечно. Можно вообще, я не знаю, просто вот как тогда я на Новый год поставил, вообще от берега стал ставиться вот так. Ну, точнее, я с середины пошел сюда. Ну, не середина, и у берега щука хорошая брала. И сюда поближе, там где. Поэтому сейчас посмотрим, сейчас цветет. Да, слушай, ну, у нас уже рассвело. У нас уже рассвело. Тут не знаю, почему так. В Москве тоже раньше. Ну, ты говоришь, у вас и темнеет позже намного, у нас раньше темнеет. У вас вообще короткий день, просто короткий. Готовим жерлицу, ребята. Вот. Паш, скажи, что лучше, двойник или тройник? 100% двойник. 100%, да? Да. От тройников ушли уже давно. Вот мне тоже пишут, ребята, я вот говорю, я 2 сезона отдал тройникам, я вот тройник больше не возьму вообще никогда в руки. Ну блин, много ложных поклевок. Живца срывает. Кто вот именно оставляет в ночь, как бы с ночевкой рыбачит, ну, мне кажется, двойник это самая тема. Да. Потихоньку начинает расцветать. Да, кстати, мы когда выходили, уже заметил. Вот они, ребята, просторы. Смотрите. Вот это водоемчик. Темно, еще не видно. А мы вот там живем, короче. Круто. Все, погнали, ребята. Наши городских поближе деревни, как говорится. Ближе к Москве. Судочка половить. Красота. Ну да. Там-то спокойно, а здесь на озере. Ну, это озеро или я вообще не могу понять, что такое. Паша говорит, по центру идет русло. Там есть течение, из-за этого рыба здесь в конце постоянно двигается. Нет глухоземья. Вышка. Пашка палатку взял. Говорит, поставим, потому что ветер нафиг надо. Зашел, говорит, погрелся. Печку пока не завозили, ничего. Взяли в самое необходимое. Вот туда, ребят. Поближе к судачкам. Погнали. Вот мы сейчас, вот моя точка. Угу. 200 метров еще. Еще 200 метров. Так кажется, да? Как будто... Это, опять же, это не первая была не жерлица, а середина где-то. А, ну понятно. Плюс-минус отсюда мы ставим. Ну где-то да, где-то начинать где-то отсюда, да? Ну, видишь, не в ряд, как они ставят. Ну да, тут вот ряд стоял. Мы ставим в разброс. А вот, братан, на Новый год, вот я заходил от огоньков, как я рассказывал, Оттуда, по берегу прошел, я хренов был. И вот, ну, до нас я не доходил на такое расстояние, чуть ближе. И ловил. Короче, ловится, да? Да. В принципе, рыбка есть везде. Надо искать просто и все. Здорово. Блин, водоем, конечно, мощный, блин. Большой. А мы еще вот нашли точку, вот где конец посадок, Ага. там за ними там ставили еще. Тоже там, да, были? Да. Тоже сюда было. Угу. Ну, будем пробовать, что.
летом. Да ладно. Да? Братан, я сейчас гляну, она может где-нибудь там в чехле веревка. Я не знаю, почему это натянут. Или ее достаточно? Нет, наверное, короткая. Она короткая. Поставили палаточку так. Ну, от снега, от ветра. Потому что холодно реально. Тут все равно ветерок такой. Меньше снега попадает. Паша собирает жерлицы. Все готово у нас. Ну, в принципе, вот в этой локации будем выставляться, ребят. Ну там, да, палаточки стоят. Именно вот там. Лещика там смотрят. Вот такая сегодня и будет погода. Ни хрена не видно. Пасмурно и снег. Такое ощущение, что как будто вечер, а на самом деле только утро. Такая погода и будет. О, ребята, дали? Вот, кстати, тоже нормальный вариант. Многие вклеивают сюда флажок. Вон можно вот так добавлять. Да, они светятся. Ничего страшного. Ну вот видите, такие жерлицы. Терминатор, как они называются? Не знаю, мне не нравится очень. Они высокие. Да, вот такой макар. Ну, на самом деле, да, жерлица. Вот можно вот так и спокойно засыпать, ребята, видите. И, соответственно, оставлять на ночь хорошие морозы. Ну, так она выглядит. Тоже все переделано, флажки, естественно, прошиты, проклеены. Потому что заводская, это вот сколько не стоит жерлица, ребята. Ну, проблема у них, я не знаю, почему они так они делают. Ну, как-то так. А так тоже, ребята, двойник. Те же двойники, помните, которые я оставил. Классные двойники на самом деле. Вот видите, все выставляются по-разному. Я, допустим, беру 3 лунки, подхожу, сумки достаю, выставляюсь. Кто-то вот именно вот сначала собирает жерлиц. Кто-то просто расходит, изначально выставляет их по льду, а потом только ходит, бурит рядом и выставляет. Все по-разному, как привыкли. Ну, как говорится, сумма от слагаемых не изменяется. Кому как удобнее. Вот так вот такие дела. Хороший, да? Серьезно. Я был
Ты когда ставишь, ты вот это, проверяй, чтобы он откроется. Потому что некоторые я, когда проклеивал, там клей, он чуть-чуть мешает. И старайся флагом ставить к палатке вот этим отражающим. Слушай, мы на какую-то глубину хорошую попали. А, ты ее не поставил? Там все готово, заряди. Там, братан, крайнюю делай, потом сюда пойдем. Понял? Хотел показать у Паши шуруповерт, ребята. Фон ВАК 6 ампер 21 вольт. Вот такой агрегат, ребята. Ну, батарейка мощная. Такая батарейка, конечно, хватит надолго посверлить. В такую погоду даже. Лед хороший, ребят. Здоровый лед. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. Та-ра-ра-ра-ра-ра-рам. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Ну так как-то прям, ребята. Широко расставляемся, но по-другому никак. Тоже что смысл так разбуривать рядышком. Надо искать, а потом уже по сработкам будем смотреть. Потому что Паша и говорит, ну, одна-две жерлицы будут работать 100%, а остальные рядом молчать. Какую-то бровку будем искать. Ну вот так, сорим, ребята. Не видно нифига, далеко ходим. Палатку поставили. Ну там есть второй слой, третий слой еще отдельно. Это как типа летний вариант, пока установили так, чтобы от снега, если что, зайти. Ну, палаточки там стоят, интересно, что ловят. И там, смотрю, мужики тоже выше. Что-то ловят. Судак, ребята, судачка охота хапнуть. Но он, зараза, ночной, блин, житель. Сегодня главное выставить все, а потом смотреть будем. Фу, ребят, ну что у нас? Какие дела? А дела такие. Здесь мы, ребят, поставили 15. На козырном месте у Пашки, а там 5 штучек еще разведочных, ребят, ставим так очень-очень далеко. Но вилонки пробурил, не хватило, вернулся в палатку. В общем, будем искать. Я все посмотрю на жерлицы. Паша говорит, Андрюха, не смотри, говорит. Здесь, говорит, флажок редко очень надо увидеть. Это все, говорит, вечером, ночью происходит. Судак
Рыба такая. Сегодня, скорее всего, ребят, мы балансировать не будем, потому что меня уже рубит, я не могу стоять на льду, у меня уже нет сил. Мы пойдем сейчас обедать. Будем, наверное, немножко поспать. Покажу вам базу. Приготовим обед, покушаем и покемарим до вечера. Вечером придем, проверим жерлицы все. Может, даже 2 раза сходим. Ну, а завтра уже начнем рыбалку, ребят. Потому что тяжело заезжать. Вот так 13 часов в пути у меня получилось. И немножко не вывожу. Но я надеюсь, что судак порадует, ребята. Все у нас получится. Ой, нахожусь на эту рыбалку от души. Туда-сюда, туда-сюда. Так, если каждый день будем гулять, нормально. Походим. Да вроде вот недалеко база, ребята. А метров 500. Стабильно есть. Туда-обратно. Смотришь, уже пару километров. И тут на льду пару километров. 5 километров за полдня. 5 километров еще за полдня. 10, в общем. Нормально намотаем. Хорошо. Доставляем, ребята, жерлицы. Сработочка. Есть работка у нас там. Все, я уже вот так. Смотрите, ребят, какое расстояние беру. Раз. Метров 40. 2. Короче. Надо найти, ребят, тропу. Судаковую тропу. Потом будет понимание, где балансировать, по какой линии и так далее. Ну, загар есть. Придется возвращаться обратно туда. Интересно. Ну, щучка может, да. Паша говорит, щучка может выходить. К обеду она как раз, говорит, тут бывает. Гуляет. Ну, а так точка судаковая. Работаем командой. Хорошо вот с напарником окучивать. Искать можно, перемещать. Я вот набурил. Сейчас иду чищу. Дохожу до Паши. Подхватываю. И четко. Да, слушай, непонятно. Не. Непонятно, что-то, ну. А нет, вон, смотри, есть. Да, да, вон. Ну вот мелочь. Да, кто-то бодает, но. Кто-то бодает, хулиганит. Все понятно, ладно. Кто-то бодает. С Пашей поели, домашнего Пашка привез там курочка, оливьешка. Ну что, еще не готовили, как бы. Паша с дома все привез, разогрели. Все, ребят, без задних ног, просто без задних сил. Красота здесь. Потеплело, оттепель. Все, ребят, просто падаю. Не могу, все вырубает, короче. Так что обзор, ребята, следующей части. Ну и проверка. В общем, отдыхаем до вечера, ребята, и идем рыбачить судака.
Дорога сделана, жерлицы поставлены. Все, я спать. Добрый вечер, друзья. Ну что, киморнули мы, поспали. Хорошо стало, блин. Только лег, все, глаза бум, вырубило. Ну вот и сумерки, ребятки. Надо на лед бежать, смотреть загары. Сейчас самый выход судака. Самый выход судака, ребята. Ну и сейчас вот с местными поговорили. Надо кормить леща пару дней. Изначально просто кормить, а потом рыбачить. Вот, мы завтра будем этим уже заниматься. Ладно, одеваемся, наверное. Пойдемте, прогуляемся. Шикарно покемарили. Ох, погода, конечно, дрянная. Видите, вьюга. Ох. Так, друзья, ну что, мы добрались, уже, наверное, плохо видно. Ну, в общем, есть загары. Немного, но есть. Тут вроде загары, и вот там мы резервные ставили, там тоже вроде есть. Посмотрим сейчас, что как у нас. Пробуй. Так, ребята. Первая полная вымотка. Не поплотнился. Не мелкий щук, реально. Отдавай. Нужно судака брать, братан. Ага. Ну что? Слушай, пока вообще даже грузила не чувствую. Вот, пошел. Ух ты! Да? Есть, братан, хороший. Хорошо. Блин, братан. Судачок. Смотри, какая черновая, чернявенькая. Крючок загнул. Ага. Слушай, ну где-то полтора точно есть. Нормально. Так, сейчас идет ночью. Вот такая, ребят, щучка у нас. Первый трофей. Еще трофей рыбалки. Да пока, наверное, бросай, сейчас пойдем все продернем. Самая крайняя, ребята, у нас горит. Не знаю, вроде натянута леска. Да. Видишь, да? Да. Полный. Ну-ка, брат, может у меня рука это не судаковая, дай-ка покажи. Давай. Как надо судака ловить. Попробуй. Боишься? А то приехал за судаком, тут видишь, щучка клюет. Так, ставочки, ребят, делаем. Будет у нас, первый клыкасенький. Вымытка полная, это хорошо. Ну да. По-другому тут не может быть. Пока тоже не чувствую. Ага, что-то есть. Что-то идет. Слушай, ну похоже на судачка.
Да. Есть. Он там Есть, ребята. небольшой, но А вот он. я говорю, надо чуть правее переставляться. Клыкастый, ребят. Такой грамм 800, нормально. Да. Вот тот самый край, который мы уходили, вот туда. Завтра будем смотреть, да, Паш? Да. Если что, ребят, будем тут... Ну, а что мы тут надолго? Найдем тропу все равно. Вот это вечерний первый. Все, класс. Локация, ребят, у нас третий загар, но здесь уже на нее были вот эти сработки холостые. Что-то непонятно здесь. Какая-то, наверное, мелочевка обитает. Нет. Ну, я понял, что нет. От живца посмотрим. Слушай, помотала чуть-чуть. Да, помотала, да, слушай, ну. Дорожка. Странно, что нет порезов. Что неужели прям совсем мелко делись? Живая она, не? Непонятно. Ни хрена, мне кажется. Заменим, может, ее? Да. Ну вот, ребят, на этой локации 3 поклевки было. Судачок там крайний. И здесь щучка. Такая, смотрите, ребят, зеленая такая. Жирная, блин. Ну, под двушечку, наверное, будет. Ну, какая жаба. Зеленая. Ну и красавчик судачок. Первый, ребята. Первый красавец. Небольшой, конечно, но есть. Вот за кем я ехал сюда. Ну вот пока шли, у нас вот там, в той стороне, вроде загары виднелись, которые мы дежурные ставили. Пашка за инструмент пошел. Смотрите, как база, ребят, виднеется. Погода, конечно, страшная. Просто буря. Класс, первый день, ребята, уже с рыбой. Еще день не закончился, мы еще придем сюда. Ночью, ближе к 9, наверное. Но мы еще и там не посмотрели. Вот это я понимаю. Заезд. Хорошо не поленились, ребята, не легли спать. А сейчас бы только выставлялись. А сейчас мы уже вот с ребейкой, ребята. Такие дела. Этот живца побила прям хорошо. Вот ты говоришь, на этой точке редко, да, щука? Или как бы, ну, не редко? Берет, но редко. Ну вот, она что тогда я ловил, тоже вот левее брала щука. Угу. Братан, я не знаю, как оттуда достать можно. Сейчас я достану. Пашка, короче, ребят, не заморачивается, он просто срезает. Да, а мучаюсь уже потом. Да, в общем, ну это, в принципе, нормальный вариант. Когда есть запасное, все, хопа. Ну, щучка хорошая, да. Ну она прям это. Так, что, новая локация, ребята. 2 подряд у нас стоят. Вымотка есть. Это хорошо. Это хорошо. Когда хорошо. Ну что, Давай, клыкастый. поймай своего судака уже. Что там? Тишина? Тишина. Я говорю, ты чуешь, да? Ну, блин, странно. Ну, живет, чувствуется, есть. Пошаркала, вон, смотри-ка. Угу. Вон, клык. Угу. Видишь, дыра? Да. Да нет, не рабочий. Замена. Да, мы потом в 11 идем, когда поставим плоту. Если что. Сейчас пока заряжать, что есть. Давай смотаем. Мимо пока. Ну, вымотало полностью, смотри. Да. И выплюнул, Вот блин. у меня вот, я же тебе говорил, вот на Новый год 2 так было. Почему-то я очень удивлен был тоже. Чем идти с плотвой? На ночь плотву надо ставить.
это, либо Походу подряд шла, слышишь? да. Сразу подряд. Сидит. Есть, да? Ну, такой неплохой что-то. Неплохо? Да. Ничего себе. Может, так как судачок. Судачок он не сильно бодается. Туда пошел. Сюда, наверное. Ага, нет. Наверное, щучка. Щучка. Пошла, понимаешь, мне так казалось, что промыта. Рука еще не набита. Вот она, ребята. Здесь щучка хулиганит. Да. Такая 800 грамм. Красивая щука. Так. Леска тонковатый еще, когда тащишь. Ну да, да. Мне кажется, это... Есть такое дело, но. Так, ну 3 рыбки с проверки. Нормально. Нормально пойдет. Сначала пойдет. Вот такая. Увидели, это уже хорошо. Тощая, худая, длинная. Красотка. Да, Там еще, друзья, у нас сработочка. Через одну. Нашли мы тут щучью тропиночку. Жарится новая. Еще не этот. Мы их потом доведем до совершенства. Без не натянут. Пойму почему. Тут мелкий щукарь может хватать. Что там? Ну. Тишина опять? Да, живец есть. Да что такое? Мелкая щука тут возможно. Походу мелкая, да. Да, щучка. Ага. Тут возможно надо чуть подальше вот так будет и кинуть. Мне кажется, братик, тут у нас Очередная есть. У нас щука обливает, мне кажется. Да, мне кажется, да. Но там на глубине тоже флаг стоит. Вот там, да, там вот. Думаю, что возможно. Сейчас тоже натяжки вообще нет. Либо она тут где-то тусуется. Что-то есть. Есть? Что-то, да, небольшое. Что-то есть. Щучка. Ну ты главное достаешь, слышишь? Щучка небольшая. Ну, нет. Нет. Клыкастый, брат. Опа! Большой. Вот он, ребята. Красавчик. Да. Не большенький, но наш. Смотрите какой. Как он, да, это расщепил. А берши есть тут, братан? А? Берши есть? Не знаю. Тут смотри, вон с краешку. Угу. Отпустим его, не? Ну тогда там, ну как скажешь. Мне надо. Ну это нормальный едовой судак. Да, почему нет? Нормально, да? Да, конечно. Сколько, как его? Есть тут какое-то ограничение? Или нет? Не знаю тоже. Все понял. Берем. Берем, ребята, берем брат. клыкасту. Тебе же надо туда. Ну вот, ребят, смотрите, бронза какая, а? Красота. 2 клыкастых, 2 щучки. Нормально, собираем. Еще не все, еще загар есть. Красота, ребята. Но пока Пашка достает, я пока... О, какие, ребята. Вкуснятина. Пробуй. А, судак ты не раз так ловил. Ну, помотала, слышь, смотри. Ну, да. Судака я не раз ловил. Не раз, когда вообще не было. Оп, есть. Ну, наверное, щучка.
Болтается так интересно. Скорее всего, щучка. Хотя непонятно. Да. Да. Привез я, короче, ребята. Сюда щук. Ни одного не достал еще. Вот такая, смотрите. Травяночка. Чистенькая, красивая, без пиявок. Ох. Ну вот, пожалуйста. Все там у нас. На карася взяла. Ну вот, отстрелялись. Отстрелялись. Прибыли, ребята. Ну вот, результат наш. 2 судачка, такие ушечка. Грамм 700, наверное, под двушку. Щучка, ребята, и 2. Ну, это где-то 900, наверное, 800. На улице тепло. Но будем надеяться, что рыбка потихоньку будет промораживаться. К концу рыбалки должен весь стол, ребята, быть. Опять нянчимся живцами. Нянчимся. Сейчас отогреваю компрессор. И будем опять размораживать. Сейчас 2 кана занесли. Он перельем и под воду компрессор. Вот тут беседки. Все равно мерзнет, конечно. Ну а как потом? Как-то так. Ну вот, ребят. Начало есть. Конец будет. Такая беседка здесь типа мангальная рядом. Шашлычок можно делать, сидя здесь. Хорошо. Что сказать, ребята? Да ничего не сказать. Самое интересное, ребят, наш любимый ютубчик даже здесь есть. Есть, в общем, интернет, ребята, телевизор. Вот сидим, ютубчик смотрим. Доедаем, ребята. То, что Паш привез с дому, надо доедать все это. А уже потом будем готовить, что-то такое делать. Время у нас 18 часов, 6 часов. Уже 7 даже получается. Вот так. Такие рыбацкие будни, ребята. Красота. Балдеем вообще. Чаечек поставили. Сейчас поменяли воду в кан. Сейчас все затарим. Все нормально у нас. Порядок, красота. Погода. Пурга, метель за бортом. Ну, тепло. Все, я уже, ребята, постелечку себе приходовал. Ну, вот днем спали здесь. Так просто валялся. Вот, надо заправить будет по-хорошему. И вот тут буду балдеть на диване. Красота. Душ есть, можно сходить. Потею, кстати, хорошо. Вот сейчас вот гуляем с Пашей. В телефоне Паша смотрит шаги. Так нормально наматывается, реально. Приеду стройный, короче. Побегал, потому что вот пот, тепло. И ходишь. Плюс, ну, все равно по снегу неудобно немножко. Так что хорошая зарядочка будет за рыбалку. Будем ходить. Красота.
Ребятки, доброе утро. Проснулись точнее. Блин, хорошо, ребят, выспались. Вчера так уставшие были, но сами понимаете, после дороги еще и рыбачили, и ходили, и живца реанимировали. И поймали даже вот рыбку. Вчера, конечно, насыщенный день был, но вывезли, так скажем. И с вечера без задних ног. Паша говорит, ты, говорит, расправился, говорит, лег, свет не выключил. Я, говорит, подхожу через 5 минут, что-то, Андрюха, а ты, говорит, уже все, спишь, храпишь. Вот, по будильнику 8, ребята, встали, завтракаем. Чай заварной, хлебочек, сыр, хорошо. Вот, рассветает, рано вставать смысла не вижу, ребят, потому что темно. На водоеме тоже темень. Ну, как раз вот именно пойдем проверять ночные, ребят, сработки судака. Эта рыба как раз ночью и охотится. Очень интересно посмотреть, что у нас получилось. На улице непогода, ветер страшный, пруга, снег. Ну, сегодня, ребят, насыщенный день по рыбалке. Сегодня будем делать лунки на леща и будем кормить. Поедем мы в деревню. Здесь магазинчик есть недалеко, как Паша говорит. Есть рыболовный магазинчик, возьмем прикормки и будем кормить. Ну, 2 дня будем кормить, ребята, а потом будем производить рыбалки на леща. Ну, сегодня балансир. Не знаю, усидим в такую непогоду на льду. Ну, попробуем. Так что, все, второй день, ребята, моей кайфовой рыбалки начинается. Погнали. На базе очень много котов живет, ребят. И вот следы, смотрите, только ночные следы их. Туда ходили по крыше, вон там лазили. Вон, видите, следы. И вот беседка у нас, где он с рыбой хранится, живет, надо закрывать дверь. Потому что Паша говорил, у меня, говорит, скана живца, говорит, своровал один рыжий кот толстый. 10 штук съел. Живых с воды достал. И вот только они и бродят тут ночью. Такие дела. Снега опять намело. Тропинку нашу замело, наверное. Вот, видно, виднеется водоем. Рассветает. Все, ребята, выдвигаемся. Есть что-то у нас там с ночи, нету. Самое интересное, спасли мы живца, не спаслись. Но на водоеме, ребята, погода страшная. Не знаю даже, как буду записывать что-то. Потому что, наверное, ничего слышно не будет. Ну все, погнали. Посмотрим. Интересно. На минутку хотелось вернуться к вчерашнему вечеру. После того, как прибыли на лагерь, покушали, решили заняться живцом. Поменяли воду, отогрели 2 кана. Ну, скорее всего, ребят, мы сделали большую ошибку, и живец у нас начал всплывать, подниматься. Скорее всего, мы так подумали, что сделали гидроудар. Матерые жилищники меня поймут, как тяжело сохранить живца, когда находишься на длительной рыбалке. Постоянно нужно следить за чистотой воды, за температурой. Если оставить его на улице, то в кане образуется небольшая корочка льда, и, соответственно, кислород поступать не будет, живец моментально сдохнет. Или наоборот, занести его в палатку или в дом, это тоже будет большой ошибкой. Вода нагреется, и живец, естественно, тоже будет помирать. Скорее всего, так и получилось. Мы поменяли воду, и вода, скорее всего, была теплее на 2-3 градуса, нежели который он до этого жил, и живец у нас стал себя плохо чувствовать. Нам ничего не оставалось, как одеваться и идти на лед и пытаться сохранить, как-то восстановить живца, потому что живца было больше 100 штук. Очень жалко, что если живец помрет. Соответственно, пошли к палатке и решили его опустить в водоем и восстановить. Сделали майну. Майна делается, ребята, обычно. Простой печней сделать сложно, так как лед уже 60 сантиметров. Ну а с помощью бура сверлится 4 луночки, и вся эта перегородка выдалбливается печней, и у вас получается вполне хорошая майночка, в которую можно отпустить садок и погрузить, так скажем,
стихию, в родную стихию живца. Не знаю, что получилось у нас, конечно, сегодня как раз на это и посмотрим. Соответственно, отправили живца на дно и дай бог, чтобы у нас выжил. Сегодня и увидим. Добрались до жерлиц. Ну, по сравнению с вчерашним вечером, конечно, такой себе, ребята. Здесь флажок один. И сейчас пока шли, вот там поднялся. Третий. 2 загара. Будем живца смотреть. Не гулял сегодня ночью. Плохая погода была. Вот один всего лишь. Ну что там у нас? Реанимировали мы, нет? Оп. Ну что-то жив должен. Ага. Что-то есть. Есть запарчик, надо проверить. Потом, когда будем думать. Да, бодренько. Еще не вся. И у нас, походу, так они не восстановились, что ли. Караси живут, смотри, да? Да, караси. Хватит нам, не? Да хватит, конечно. Или что, будем проходить все? Полная вымотка. Будем надеяться, что судак. Не гулял судачок, да, сегодня, брат? Ну, похоже, что да. Ну ничего, первый день, второй. Ну, полный, первый. Что там? Нету. Ничего. Не знаю, может тут стоит опять. Ничего? Нет, вымотал, выплюнул. Он пожевал хорошо. Угу. Да, значит, судака точно не должна щупать. Ну ничего, живчик обновим. Ну да. Никуда не денем. Вот так, ребята. Как-то. Видите, бывает. Но здесь почему нет глухоземья? Здесь посередине идет русло. И рыба постоянно здесь мигрирует. И заходит. То бишь она здесь не местная. Заходит покормиться. Сейчас хотим жалиться, ребят, посмотреть, в каком состоянии у нас живец. По идее, надо сейчас всех жалиться по-хорошему тряхануть, чтобы живец стоял хороший. А? Дохлый? Ну вот. Живца, значит, надо менять, ставить все. Свежие. Живец дохлый. Да. Ну вот, видите, ребят, подзадыхается. Мертвый. Да. Вот поэтому
Судак тоже капризный. Значит, надо все сейчас проходить, менять. Карась живет. Карасю все равно. Сорожка отдыхает. Вот такие дела. Заниматься надо что. Если хотим рыбу поймать, надо работать. Два. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10. Ну вот, там обработали все, ребята. Все мертвое, кроме карася и одной сорожки. Ветер, конечно. Ну, тепло зато. Одно радует. Но у нас загар здесь тоже, ребят. Вот. Дежурный жерлиц здесь загорелся утром. Пока шли, с работок не было, потом смотрю, бац, когда щучка утренняя. Ладно, здесь тоже трясемся. По-любому все мертвое. Это судак, не? Мне кажется, щучка. И то есть и есть, не мелкая. Полная вымотка. Ну что? Это? Нет опять? Что такое? Что-то мелкое, как было. Да. Выматывает полностью, но... Платичку плюнку. Дыры, смотри, какие. Ну да, это на судачи похоже. Что-то да. Что-то не хочет он жрать. Не хочет. Вот, за ночь получилось 2 сработки, полные вымотки и выплевывает что-то. Жора нету. Местные, смотрю, повылазили сегодня. Ну все, мы заканчиваем, ребят, сейчас. И едем за живцом на вечер.
На вечер нам нужен живец. Сегодня будем балансирить, рыбачить. Будем кормить сегодня лунки. В палатке сделаем, раскладушку притащим. Сегодня, короче, будем в палатке ночью. Паша достал сосиски. На обед на мангале сделаем. Ну и с собой возьмем в палатку. Да. Погода такая, вроде день, а темно, такая пасмурная погода. Вон местные вон повыходили, ребят. Что-то начали шевелиться. Ладно, мы меняем. Домашняя колбаса, ребята. Пашки кореш занимается. Сейчас будем пробовать. В общем, мы потихоньку наживаемся. Нашли, ребята. Здесь нас угостили прикормкой. Нашли мы уже закормочную кормушку. Мотыля нашли. Ну, сейчас поедем в магазин, еще будем приобретать. Короче, план Б, лещ. Потихоньку будем собираться сегодня. Колбаса бомба. Хлеб, кстати, ребята, Паша пекет сам дома. Вкуснятина. Так, друзья, ну что, перекусили. Ну так, колбаски немножко. Блин, Паша, конечно, привез, ребята. Я даже стесняюсь показать, наверное. Вот смотрите. Это все вот знакомый у него делает там что-то такое. У него свой, наверное, ну что-то типа магазинчика такого. И вот, смотрите, даже вот такие вещи есть, ребята. Это, знаете, как типа хамон, что-то такое. Колбаса своя. Вот сейчас мы попробовали, блин, вообще класс. Также сегодня у нас опять же колбаса. Смотрите, ребят, какой брикет. Я не знаю, сколько тут килограмм. А вот 2 килограмма, ребята, колбасы вот такой. Знаете, типа как купаты. Вот Паша сегодня, говорит, на мангале сделал. В каждом домике есть своя такая, типа как зона. Вот видите, вот допустим у нас зона, вот такой навес, стоит мангал стационарный, столик небольшой. И получается в каждом домике, вот видите, есть такая типа зона. Вот где-то просто стол скамейки. А у нас, допустим, вот стол скамейки, но уже под крышей, как беседка. И вот спокойно можешь выходить, и все хорошо. Сегодня приходил смотрящий, как Паша говорит, ну здесь, который вот именно не генеральный директор, да, такой, который, а кто смотрит за всем порядком здесь. Вот, мы почистили дорожки, вот они, на базе никого нету, я так понимаю, вроде как будто там один домик занят, просто гостевые, не рыбаки. Вот. Баня отдельно можно будет сделать, но мы ее обязательно сделаем в течение рыбалки всей. А так у нас, в принципе, вот есть душевая кабинка, где можно спокойно сполоснуться, помыться, привести себя в порядок. Ну, в общем, кайф. Постираться, ребята. Бойлер, фен для женщин. Вот. Сушилочка, тут все можно развесить, все хорошо. Везде вот получается стоят конвектора, которые работают от стационарной кочегарки. Здесь есть как кочегарка, и который дает все тепло. Вот он горячий. Его можно регулировать, потому что очень жарко. Считайте, здесь, вот здесь даже 2 их. Вот там мы сушим вещи, перчатки, вот так вещи вешаем, и у нас они просыхают. Там стоит, и даже очень жарко на такое помещение. Мы вот 1-2 отключаем. Открываем даже окошко, потому что на улице тепло, хорошо. Вот. Вот тут сидим, кушаем за столом, шикарно. Видно даже нашу палатку, ребята. Очень круто. Кайф. Спал, ребята, я очень шикарно на диване. Вот на таком. 2 подушки. В общем, круто. Вообще постелился, развалился. Вчера вот тут упал. Ну, опять же, есть телевизор. Допустим, если кто-то сидит на кухне, смотрит что-то, здесь смотришь свое. Причем это все смотрится через интернет. Можно ютубчик свой любимый посмотреть. Короче, красота. Вчера с Пашкой здесь картишки разыграли вечерком. Колоночку Паша взял, музычку все слушали. Круто. Тут я заряжаюсь немножко. Ну, такой у нас рыбацкий беспорядок.
Здесь все так развалено. Кстати, в подарок, ребята, я привез Паше нож от компании Русберг. Сегодня хочу подарить. Сделал здесь гравировку. Паша на память. В общем, нож лесник. Сегодня хочу подарить. Ну, чтобы было на память. Сегодня возьму эхолот, как я вам показывал изначально. По поводу леща вот поставлю и буду смотреть активность. Что-то еще. Лещ здесь есть, ребята. Здесь его много, его ловят. Вот. Ну, как-то так. Все, Паша пошел заводить машину. Мы выезжаем, ребята. Едем, получается, здесь как то ли поселок, то ли село. Есть рыболовный магазин. Мы хотим закупить прикормку еще. Вот нам сейчас дали, получается. И мы еще возьмем удочки на леща. Паша этим не занимается. В общем, возьмем, сделаем и будем пробовать рыбачить. Вот так вот. Так что все, погнали, ребята. Поеду так. Ну, покажу вам вообще местность небольшую. Посмотрим цены. Вообще, как бы, это не только рыбалка, да, для меня это путешествие, ребята. Потому что, ну, когда я в таких местах побываю, так выберусь. И надо брать. Помимо прикормки, ребята, у нас уже, смотрите, что есть. Есть уже универсальные шары, которые кидаются в лунку. Гейзерские, которые, ну, они еще так бурлят, я так понимаю. Червь, лещ плотва. И здесь что-то тоже лещ Дунаев. Уже готовые шары. Ну, короче, будем кормить капитально. Походу, леща мы возьмем. Ну, я так надеюсь. Погода шумит, страшно. Погода поменялась, что-то судачок капризничает. Ну и живец тоже мрет, зараза. Тут, ребят, дорога. Получается, в каждый домик, в принципе, есть свои ворота, заезд. Вот это новый строится. Как финский домик. Вот видите, сколько домиков, ребят, смотрите. Тут что-то строится, там какой-то дом. Вот, а так у нас все, тачка заряжена. Да? Я вот так, ребята. Все, едем. Вот такой заезд на базу. Смотрите, ребят, почистили уже, все хорошо. Хотя народу нету, но все нормально. Красота, конечно, блин. Такие елочки, все. Заезжаешь прям в сказку какую-то. Да, братик? Да, мне тут очень нравится. В плане от Москвы, конечно, да, здесь красота, тишина. Вот, я так понимаю, местные. Тут вот в две стороны там деревни. А, да? Две стороны. И налево. Ага. Все, мы полетели. А что будем делать с поплавком? С поплавком, да, будем делать. Так вот на ножках, которые среднего, вот что такое за 150 рублей парочку. Типа вот такие? Да. Угу. Рыба наша понял. Вот маечка какая-нибудь пакетик. Сейчас что-нибудь посмотрим. Найдем, да? Ну, хотя не знаю, выдержит они все это. В принципе, только килограмм 15. Ну, они режутся эти. Ну, сейчас я вам дам. 1380. Да, карта. Ну, братан, пойдем собирать сейчас. Дело. Вот она, ребята, река Волга, смотрите. Какая здесь маленькая ширина. Это Волга. Офигеть, блин. Да.
Здравствуйте. 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 Есть живчик? Ребят, ну вот смотрите, есть какие-то крокодилы, есть маленькие. Ну, вот он сейчас сидит, говорит, у меня штук 8 еще маленьких есть. Он говорит, я даже не знаю, я предлагать не стала. Сейчас на речке сидит. Это сын у нас занимается. Да, мы знаем, я у Ну, вас езжу сюда. вот видите, что это Ну самое. что, берем и большую тоже? Конечно, заберем. Смотрите, пробуйте. А вы посмотрите, кстати, понаблюдайте, на какую лучше берете? На помельче или на это? А, на разные. У нас на речке щука настолько мелкая, что только на мелкую берет. Эту растащит, распустит и все. Лёг хороший? Ну, вот так по обочинке ходить можно. На озере не была, не знаю. Паша спрашивал за уклейку. Вот это Вот уклейка. это вот, это не уклейка, это платва. Ой, нет, уклейка с желтым Это глазком. уклейка, да, уклейка, да, да. конечно, А конечно. красная с глазками, вот с красным Ну, это глазком понятно, платва. понятно. Ага. Это Так, уклеенки. сколько штук тут? 25. Ну, там он одну бросает, если мало. Берем. Как-то вот так вот. Надо на него. А это вода какая? Местная, Это да? речная, да, можете прямо ее забирать. Мы ее заберем, да. Ага. Он сейчас ловит, если что-то путевое Наберете нам, будет, да. я вам сразу сообщу. Мы тут до вас... Теперь я там с вами переписываюсь. Потому что муж, он то телефона не слышит, то смс не видит. Уклеечка ускакала. Уклеечка, да. Ну вот попробуйте вот эти вот, я говорю, большие. Вот, ребята, привезли живца. Все, есть у нас запас. Есть уклейка, кстати. Вот такие уклеечки. Ну, то же самое, что у нас верхоплавка. Шакля называют. Уклейка. Все, под компрессор пускай стоят. Да. Чисто мясом живем. Да. Попробуем, сейчас заценим. Что мне кажется, класс вообще. Да, вот как хамон ты говорил. Ну как да, оно да, есть. это что-то подобное. Что-то такого, да, плана. Так, братцы, ну что у нас, распаковка. К клещу мы готовимся. Блин, лес вообще, да? Да, на 14. Взяли, ребят, вот обнар 11. Короче, будем ставить на ставку на крючок в основном. Вот, ну, на дно будем кидать вместо груза мормышку, и для этого взяли мы червя. Сейчас покажу, сколько мяса у нас, ребята, ужас. Короче, взяли 2 удочки. Ну, я скажу, московские цены особо, ребят, не отличаются. Даже у нас что-то даже где-то дороже, где-то дешевле. 150 удочка вот это в данный момент. Почему с курком взял? Ну, мало ли, говорит, лещ. Тут, говорят, леща просто тьма. Вот и хотим с Пашкой посмотреть. Паша не рыбачил, я вообще полечу никак, ребят. Ну, тут хотим. Почему курок? Ну, чтоб, если мало ли, крупный стравилось, что-то такое. Забыли мы их вот именно наконечник, что-то, какой-то кембрик. Будем использовать резинку. Ну и прикормка, ребят. Прикормка классно есть. Даже зимой увлажненка. Блин, круто. Мотыль. Пачка раз, пачка 2, лещ. На улице он шарики вообще носит. Да, у нас там шаров я уже показывал. Уже увлажненка, можно шары мотать и этот. Ну и будем, понятно, делать сухое замешивать. Это тоже стоит увлажненка лещ, да. Вот. Погнали дальше, мясо покажу, ребят. Мясо это вообще жесть. Мяса у нас вообще много. Взяли пачку навозного. Ну, в общем, здесь, ребят, у нас мотыль. Мотыля. Это у нас, как Пашка говорит, смотрящей базы подогнал. Тут ребята стояли, и они, короче, это оставили. Здесь у нас кормовой. Хороший кормовой, ребят, смотрите. Грамм 600, наверное, не знаю. И есть насадочный. Не знаю, тут тоже грамм 600, наверное. Вот, смотрите. Уже пересыпанный, уже, видите, он не слипается с прикормкой. Это вот будем насаживать. Класс. Мяса у нас, короче, очень много. Так что сейчас все, заряжаемся. Делаем удочки. Потихоньку начнем. Готовимся, в общем, сегодня в ночной выход. Фонарики заряжаем. У нас свет. 2 такие лампы. Короче, все готовим пока. Будем брать эхолот. Будем смотреть. Ну, не знаю, в общем. Как-то так. Ну, опять же, понятно, что будем судака сегодня смотреть вечером.
Надо будет завозить там раскладушку. Печку брать не будем, -1 всего. А в дальнейшем, да, наверное, завезем, потому что -14. Даже там будем греться после проверок. Как-то так. Вот и собираемся, что. Что сказать, ничего не сказать, что. Вроде погода шепчет. Такой снегопад сейчас ехали был. Пашка уголь приготовил. Сейчас будет обед готовить. Ну и вяжемся, в общем. Чего это все показываю? Ну, я не знаю, ребят, это, понимаете, это для меня, как минимум, это, в общем, какое-то понимание. Вот, и я вот проживу, да, свои веки, я уже буду потом понимать что-то как-то так. Здесь знакомство, здесь разговоры, здесь, да все вообще. Это другой, не то что регион, это вообще, ребят, ну, наверное, каждый даже в Америке знает, что такое Москва. В любом случае, это здесь. Так что, блин, это такое, знаете, это для меня все равно наработок, это какой-то, знаете, вот этот, ты обретаешь вот этот опыт, это ты обрастаешь именно вот этим матерством. Потому что ты был в Москве, ты был там, понятно, что у нас там так. Ну, блин, это здорово, это в любом случае нужно, реально, вот все эти путешественники, которые объездили полстраны, там, полмира, и они уже могут потом сказать общую какую-то картину. Вот, в принципе, вот так оно и происходит. А так все шикарно. Смотрим хорошие фильмы про тайгу, про рыбалку. Ну и вяжем с Настей, кушаем хорошее мясо. Здорово. Рыбалка идет. Сегодня у нас вот получается первый день, как мы начали двигаться. Ну, с ночью никак не порадовал, но живец почему-то весь мертвый. Сейчас мы взяли местного. И вот, получается, недалеко мы взяли, купили. Возможно, он даже будет лучше работать. Люди занимаются здесь. Очень много всего по продажам идет. Именно место, вот этот живец, допустим, покупка. Кстати, цена не очень дорого. 10 рублей, ребята, платвичка. У нас, допустим, даже у нас 25 рублей штука стоит. Офигеть. Короче, круто. Для меня все равно это все вот так, открытый рот. Я балдею. Я все равно только пока вот так. Может, через пару дней только начну там что-то как-то. И у нас все впереди, все дальше. У нас очень много планов. Так что, ребят, классно. Оставайтесь на связи. Так. Поводочки завяжу пока. Взяли, ребят, тягу. Такую 30 метров. -25 показывают. Ну, вроде леска неплохая. 0,14. Вот, Овнер, 230 рублей пачка, ребят. 11 номер взяли. Так, ты мотай, потом я пришел сразу, да? Да, я 2 поводка сделал сразу. А, ты поводки отдельно? Да, поводки отдельно. Я можешь резануть меня, братан, и наматывать. Вон здесь резани меня и наматывай. А мне хватит. Да, резани меня и наматывай. Пополам где-то, короче, надо нам по удочкам. 30 метров? Ну, 30 метров там, да, что-то по 15. Короче, пополам делай, наматывай. Угу. А я вон поводки сейчас сделаю. Как раз на запас еще будет пару поводков сразу сделаю, ребята. Чтоб мало ли, если обрыв будет какой-нибудь, чтобы у нас было. А, вот взяли такие мормыхи еще. Вместо грузила будем использовать вот ее и насаживать червя. Я уже говорил, ребят, на базе, смотрите, сколько кошек. Это уже какая-то, я не знаю, 5-я, наверное. Рыжего видел, толстый вообще кабан, блин. Вот он, видите, ребят. Живца воруют. Судачка нашего учуяла. Смотрите, смотрите. Ну да. Вот они здесь гуляют.
Утром стало одни следы только кошек. Ага, что-то хочет. Ну ничего, потом угостим чем-нибудь. Тоже не оставим их голодным. Слушай, ну я вот знаю такую, как не поговорку, пословицу, как бы ты не достигнешь того, когда ты будешь спать за тебя, ну, у тебя будут деньги появляться. Да. Это тогда ты просто будешь работать, короче, знаешь, ну, не в себя. Да. Ну вот, ребят, связал такой монтаж. Две удочки получается. Вот у нас снизу мормышка на червя будет. И поводочек. Вот так вот. Две штучки такие сделал. Не стал ставить, вешать грузик. Две одинаковые. Кстати, вот то, что я вот купили, получается, вышло 1500 рублей. Прикормка, ну, не сказать, что дорогая, нормально. В принципе, нормально. Просто есть увлажненка. У нас, допустим, такого не найти. Есть уже увлажненка, ребят. Так, приготовлю свет. Ну и Паш пошел сейчас разводить мангал. Будем готовить сосиски. Я сейчас отварю макароны. А Пашка приготовит. О, блядь. 2 килограмма просто. Тут реально жесть. Сосисоном, блин, просто можно армию накормить. Хорошо, кстати, очень вкусно понравился, ребят, вот этот, типа, вот, не знаю, то ли индейка, то ли что, ну не заяц точно, но у зайца такая нога, это, походу, индейка. Классно, ну не гусь точно. Вот, я сейчас поставлю макарошки. Ну вот, ребята, готовим обед, туда-сюда. Ай, красота вообще. Пашка там на музыке, короче. Красота. Я что хочу сказать, ребят. Знаете, я вот сижу так думаю. Я сюда приехал вообще за 1000 земель, так скажем. А что для человека нужно? Вот я вот человека увидел вчера первый раз. И он меня... Ну, понятно, то, что мы общались. Но... Делайте просто. Просто делайте, ребят. Мы живем все равно один раз все равно. Не надо просто делать, ребята. Я просто не понимаю, что будет завтра, что будет послезавтра. Да, деньги. Какие-то, да? Ну... Это не определяется в деньгах, ребята. Как минимум. И сегодня как бы я на ногах, я на руках, а завтра может быть все по-другому. Соответственно, надо не пустить, ребята, этот момент. Надо просто забрать сегодня его, когда он дается. Если все это располагает, как бы никаких сложностей нету, надо ехать, ребята. Надо ехать, надо брать, надо просто двигаться. Я просто за движуху, ребята. Все уже давно поняли, что у меня блог ютуба, ну, немножко по-другому, как бы. Я показываю, как оно все есть. И, соответственно, как бы надо двигаться. Вот с человеком познакомился, ребята. Парнишка вообще с родом, получается, с Казахстана. Кучу времени жил в Тамбове. И определился в Москве. И, в общем, очень круто. Делаем, братва, делаем. Пока есть время, делаем. Потом его не будет. Такое время, оно вообще скоротечно. Я помню, как родился моя дочка. Как моя дочь родилась. Я ее забирал на день ВДВ 2 августа. А сейчас у меня дочь уже говорит: папа, ты не прав. Ты не так сделал правильно, как должен сделать. У меня уже дочь говорит, 9 лет. Соответственно, ребята, делаем выводы, делаем шаги. Да, сегодня я здесь в классной
классном таком, скажем, домике, да. Завтра я буду в холодном зимовье. Вот и все. Так что все только, ребята, от вас зависит все. По-другому никак не скажу. Мы готовы, заряжены уже к вечерам на рыбалку. Обедаем.
Вот так вот. Обязательно, ребят, маслицом, чтобы не прилипало немножко. Ну вот. Макарохи готовы. Отлично. Пошел договориться тут с техникой. Походу договорился. Тропинку нам бьют ребята на палатку. Вот наша палатка стоит. Видите, я с окна прям наблюдаю. Ну вот на технике кто-то едет. Красавчик. 100%. Многие знают, что ну, в моих фильмах, как бы, да и многие как показывают. Ну, фильмы, конечно, видосики, как я назвал фильмы. Но все же хожу уже, ребят, ну, на 4 года с одними ножами в компании Русберг. Ну, естественно, конечно, что подарить человеку, чтобы была память, как-то так. Естественно, нож. В общем, ребят, немножко заморочился. Ну, в принципе, замороки нет, потому что сейчас ребята делают гравировку, и Пашке хочу подарить нож от компании Русберг. Вот такую, ребята, моделечку. У меня такого нету. В общем, да, там тебе от меня нож. Спасибо, братан. Чтоб служил. Спасибо огромное. Верой и правдой. Я не знаю, конечно, будешь носить или не будешь носить, но 100% буду. тебе нож, братан, от меня, и как бы, не знаю. Паша от Дрюни, 11, не считайте. Тут, короче, да, так и покажу, братан. Тут гравировочка, ребята. Смотрите, сейчас ребята делают. В общем, можно, ну, любую гравировку сделать там. Какую хотите надпись. А так вот. Ништяк, братан. Спасибо огромное. Это будет всегда со мной. У меня есть один ножик, но он такой себе. Да, кстати, ребят, есть паспорт, и то, что интересно, то, что ну, не является холодным оружием, можно перевозить его, кстати, удобно. Я приехал без ножей, потому что ехал на самолете, сами видели, какая у меня нагрузка была там. Ну, максимум я там взял свою барахло, вот это беспонтовое, ну, чисто оборудование и все. Я и приехал без ножа, без вилки, без ложки, все, Пашка, ну, все это сделал Паша. На консоли как бы вот. Вот так получилось, что сейчас мы здесь. Смотри, братан, как режет. Вообще без усилий. Все, ребята. Класс. Ну ты червонец должен, братан. Да, кстати, сейчас, да. Блин, сейчас вряд ли, чуть попозже, в машине. В общем, ребят, такие дела. В общем, ну, 95Х18, нержавеечка для наших рыбачков это самый подходящий момент. Я знаю, я сам бывает под дождем где-то проходил и забыл просто достать. Достаю, все, хана. Какие-то зазубрины были, все, это все, ну, все ржавеет. А здесь для нас самое то. Ништяк, я думаю, братан, пойдет тебе 100%. Твои подходы туда-сюда. Да, я знаю, любишь готовить. И порезать можно, и туда-сюда. Да. Так что такие дела, ребята. В общем, ссылочку оставлю в описании, сами знаете. И 10% по промокоду Дрюня на все ножи, ребята, скидочка. Так что залетайте. Ножи неплохие, на самом деле. Я пользуюсь, мне очень нравятся. Хорошие ножи. У меня есть любимый нож. У меня, наверное, 4 ножа у меня получается от мастерской. А такого ножа нет, это нож лесник. Да, вот это. Ништяк, спасибо огромное. Давай, пользуйся, чтобы он служил, брата. Не жалей, главное не жалей, понял? Зайчик будет разделанным. Да, не жалей, главное, нож. Не как бы, чтоб тебе на полке не лежал. Пускай работает. Да нет, ты что, не будет. Пускай работает, да, ножик. Ну там как бы такой, и по грибочке сходить, как бы, и рыбку почистить. И... Да, братан, 100%. Ну понятно, что банку не ковыряй. Банку не рви. А так как бы, мне кажется, нормально будет. Брать, лежать он не будет. Главное, не жалей, чтобы не лежал. Ножи они такие, они любят, чтобы они рука лежала, тогда они будут работать. Как они называются?
Русберг, да? Да. У тебя где снег? Это может лесник называется, да? Тут бумажку не теряй, братан. Ну вот прям, ребята, загрузились двое саней, столик, туда-сюда, всю наживку, всю бриконку, прям баранку нам сделали, но тоже неудобно идти, по идее. Идем, тяжело, блин, скользишь, ноги буксуют. Чё? Есть что-то? Есть. О, пошел. Хорошо. Нормально, слышь, братан. Да? Да. Хорошо. Не мелочь. Не мелочь, братан. Ага. Нормально что-то. Не хочет заходить вообще. Ну давай. Судачок хороший. Или щучка. Вообще бодается капитально. Щука. Щукарь, братан. Смотри какой. Хороший, да. Вообще, да? Угу. Замечательно прям щукарь. О, ребята. Ой, нифига, братан, смотри. Да. 2,5, понял. Вы дали? Четко. Опять ты талонка, короче, крайняя, блин. Да. И опять тебя щукари, короче, сопровождают. Короче, я на судака, ребят, не готов на концове. О, смотрите, ребят, жаба желтая, блин. Устала уже, походу днем взяла, блин. Даже не хочет мне палец порвать. Ну и ладно. Блин, братан, хорошая, 2,5. Ох, кобылка, блин, смотри какая, а. Хороший. Четко вообще. Вон на плотвичку, ребят, смотрите, какую взяла. Вот так вот, блин. Чуть по чуть-то у нас рыба-то хорошая, ребят. Ух, смотрите, какая была. Да, братан, 2,5 точно тут есть. Больше, наверное. Инструмент там, да? Да, сейчас принесу. Да можно отрезать поводок уже. Не будем отрезать. Не будем? Все делаем красиво, аккуратно. Понял. Он полет, смотри, как билась. Ага. Не хотела вообще никак. Устала вообще. Мамашка, блин. Красота, ребят. Только фоткаться остается. Смотрите, не рыпается нифига. Ах, зараза. Блин, А. крупная щука, блин, братан. Тут есть хорошая щука, братан. Как и сюда. Так же. Вообще хороша. О, видали? Ну, на судака не прет, ребята. Не готов, короче, я еще. Салабон. Так что будем готовиться. Братан, сейчас принесу. Будем готовиться. Хороша малышка, блин, а? Измены есть у нас, ребята? Посмотрим. Вон, смотрите. Сейчас даже не маленькая, даже не средняя. Маленькая. Еле живая была. О, блин, дурында, а? Офигеть. Смотри, какая жаба, ребят. Ну, по трешку здесь, да? Четко, блин. А шла такая спокойная, вообще даже не рыпалась, блин, особо-то. Классно. Меняем поводок. Вот Пашка тоже красавчик, постоянно, не церемонится. Ну, 20 рублей, ребят, там что, плюс-минус 25 рублей. Да. А зато как бы нафиг. Я тоже так думаю, что сейчас многие на живца тратятся денег. Мы тоже вон живца покупали. Соответственно, как бы, блин, ну лучше, чтобы снасть была надежнее. Давай, брат, жильницу. Зато взяли и хороший.
Ну вот, ребятки, выставились. Закормили чуть по чуть. Мотыльком. Вот такими делами. Все. Сегодня закорм у нас. Так что на удочке можно не смотреть, мне кажется. Местный Толя на базе, смотрящий, как Паша называет его, сказал, что надо, говорит, пару дней кормить, говорит, потом вот ходить рыбачить. Ну, у нас так же и будет, что. В общем, мы вот так сейчас побалуемся. Если нет, то нет. И будем кормить. И завтра утром придем жерлицы проверить, закормим. Потом, ну, все равно рыбалку будет, ребята. 19:41. Так что такая, ребят. Возможно, и светим даже сейчас в лунку. Ну, хотя глубина 4 метра, но можно и спустить немножко фонарик. Вот это очень сильно подсвечивает. Да. А, это. А еще Пашка светит своим прожектором. Сейчас нормально. Ну вот. Нам еще надо еще жерлицы ночь продержать. Да, мы сейчас еще продержим. Так что, ребят, такая тема. Ну, в общем, мы немножко располагаемся. Такие дела. Будем кормить. У нас тут вкусняшки капитальные. Первый раз, ребят, на леща. Конечно. Но решил на поплавок. Все же это более такая, ну, видимая рыбалка, потому что, блин, ну, на кивочек можно даже задеть, даже не поймешь, а на поплавок уже увидишь. Дернул в сторону, приподнял. Но сегодня, ребята, закорм капитально. 4 метра глубина, течения нету, можно вот так даже брюхать. Ничего страшного. Здесь для эхолота сделал. А на эхолоте, кстати, посмотреть. Кормить надо много изначально. Сразу. Ну, как-то так, ребята. Хоть и тепло, но в палатке, конечно, не то пальто. Надо все равно какой-то обогреватель. Ну, если сидеть на леща. Хотя бы свечку. Уже другое дело бы было. Ну что, кормим. Кормим, ребята. Пашка пошел разный нам баловаться. Лунок набурил штук 30, наверное. Пошел обходить, короче. Вот судак не заполз, короче, нифига сюда. Сегодня он здесь, его нету. И завтра, возможно, не будет. Ну, мы завтра, короче, будем переезжать по ходу. Ну, вот так, ребятки, балдею. Есть у меня вкусняшки. Есть у меня база с кормовым мотылем. Будем кормить. Ну, короче, как и сказали, надо вообще, говорит, пару дней было просто покормить. А потом только садиться на лунки. Ну ничего. Заехали, раскладушку заточили. Завтра сюда печку затащим. Щуку поймали крупную. Что нам? Вообще класс. Снег валит. И потом погода поменяется, уже холодно будет, сюда надо на палатку уже печку ставить. Ну что, печку тащим. Будем уже с печкой сидеть. Пашка гуляет по лункам. Пока тишина, ребят. Ни одного поддела. Не знаю, лещатники, привет вам. Ну, выжидают, получается так. Ну, я буду кормить. Сегодня буду прям жестко кормить. Задача была закормиться и как бы и буду кормить просто. И все. Все. Такие дела. Буду кормить, короче. Прикормки очень много. Будем закармливаться. Вот так вот. Все, ребят, закормили. Капитально причем. На завтра вкусняшку с утра закинем. Ну, в принципе, мотыль еще остался, все. Пару пачек сегодня скинул за борт. Пускай. Сейчас
Пройдем, сможем. Ну так продернем, можем живой взять. Мне кажется, эта сорожка, которую мы посадили, она вся братан, уже ушла. Вот поэтому сейчас мы садим свежую пиздатую. Да. Хотя бы щука. Ну, сюда зайдет, понятно, он ебанет, а. Нет, так хоть щуку клюет. Ну, все хорошо, смотри. Пизда вообще. Четко. Штук 10 надо сказать. Да? Ну да. А у нас еще карась же был перемешан. Хватит. Хватит? Да. Все? Там карась еще был. Домой. Нашел? Ага. Все. Домой. Так, вот она отлично. Ну вот, в общем, начнем, ребята. Сейчас мы ковырять. Как говорится, как потопаешь, так и полопаешь. Вот и все. Лениться не будем. Сейчас обойдем все полностью. Ну да. С Пашей. И, короче, я сейчас... Ну, сейчас просто посмотрим, что у нас там. Вот дневная. А тут карась, блин, зараза. Живой, да. Карасю-то ему все равно, блин. Заметает Ну, жерлицы. на дальний не пойдем, наверное, а эти продернем. Эти продернем, да? Эти самые главные, да, они здесь такие матерые. Так, ну ладно, я пошел тоже. Эту. И посмотрим. Ух. Ребята, до жерлицы доползешь, блин, охренеешь. Такая, блин, погода, непогода. Вот здесь поменять надо. 100%. Иначе судака не видать. Да. Ух, вьюга южная. О, Пашка идет. Сейчас поменяем. Мертвый, брат, наш живец. Да? Ага. Ну вот. Хорошо. Идем как в вурдалаге, ребята. Полкилометра, да, вроде 600 метров, там сколько у нас. Баранку пробили. Думали, дорогу сделали. Хрен там. Все замело нафиг. Ползем. Меня сдувает, блин. Ху-ху-ху-ху. Ух-ху-ху-ху. А ничего, нормально. Хрен тут. Дорогу набьем. Завтра ее вообще не будет. Ну вот так вот как-то. Щуку-то тут тащим хорошую. Ёк-макарёк. Да, беда. Маранки нету. Добрались, ребята, мы. Ну, не с Божьей помощью, но добрались, доползли. Видели, что творится? Вообще капец. С Пашкой просто сидим, спорим, короче, решили, ребята, поспорить. Я говорю 2800, Паша говорит 2600. Сейчас сначала гуляем. Ну и вот так вот. Ну я говорю, как вот с тобой спорить, ведь? 2860, да, братан? Мы с тобой не будем больше спорить. Ну вот такой, ребят, кобылку положили. По трешечку. Хороша малышка. Вот она сегодня порадовала, по идее. Да. Сегодня, например, рыбалку сделала, она классно. А мы в таком движе будем отдыхать, ребят. Да. Палатки модные. Все, ребят, давайте на сегодня нам хватит. Сейчас мы покушаем.
Я надо умоюсь немножко. На дороге еще не мылся. В общем, как-то так. Заканчиваем денек. Ну, не знаю, ребят, как снимать. По идее, что-то так тоже. Там охота показать, там охота показать. Ну, сегодня насыщенный день, по идее, был. Туда съездили, там и в магазинчик сгоняли. Вот. Как бы для меня тоже все это интересно. Потому что, ну сами видите, ребят, я из деревни приехавший сюда. Тоже все это интересно, как бы так. Посмотреть вообще, как люди живут, там, туда-сюда. Ну, вот такие дела. Ну, как-то так, ребят. В общем, все, будем балдеть, отдыхать. Ну, как балдеть, отдыхать? Я сейчас помоюсь и все, тоже в люле. Завтра новый день, ребят, завтра будем пробиваться. Будем, походу, переставляться, мне кажется. А то что Паша говорю, ну, здесь проиграем, надо что-то делать. Живец у нас есть, мы его опустили в кан, все хорошо. 2800, ребят, 63. Получается 6-я рыбка. Раз, два, три. Да, 6-я рыбка, ребят, и вот такая хорошая. Все, давайте, братва. Всем связь, мира, добра, увидимся. На связи. Вот эта сука жмет, блядь, а? Капитально, блядь. Смотри, что делает, а? Ёпа мать, блядь. Да, завтра не только наши тропинки не будут на льду, там и тут, здесь и все заметет. Капитально, блядь. Ух. Золодюга, ты что делаешь-то, а? Да? Доброе утро, друзья. Ну что, очередной денек на базе. Сегодня не спешим прям, не спешим, время 10 утра. Нет, ну так бывает, походу бывает. Вчера была метель, ребята, 0, -1, сильный ветер. Вчера еле-еле добрались с вечера на базу. Ночью такая буря была, все замело. И -14, ребята. Бац. И сразу такой резкий мороз. Ну, я понимаю, 4 градуса, 5 градусов, но не 14 же. Капитально. Все сравняло. Нашу буранку, дорогу, как жертвы там непонятно. Подождали немножко, хоть немножко оттеплит. Потому что, блин, с ветром очень холодно. Уже позавтракали. Потихоньку собираемся. Будем выходить на лед, смотреть. Сегодня задача, ребят, у нас проверить жерлицы, закормиться еще раз. Сейчас вот придем, сразу я закормлюсь. И вечером, наверное, пойдем в палатку. Уже возьмем печку. Как-то так. Ну, здесь такого нет, ребят, каких-то утренников, не знаю. Вот все работает ближе к 5 вечера. Вот загары, сработки. Судака нам пока не нашли, мы судака. Щучку нашли. Вчера хорошая щука попалась. 2800. Вот это. Вот, пока у нас, ребята, 2 клыкастых только. Наши копилочки, так скажем. Ну вот. А так шикарно. Отдыхаем, спим. Даже вот, ну, нужно было, ребят, такую рыбалочку для себя сделать. С таким вот отдыхом. Шикарно, конечно.
Все, у нас уже забронирована баня, ребята. В четверг в 7 вечера будем мыться. Ну и впереди, ребят, конечно, у нас крещение. Я обычно всегда купаюсь. Но вот здесь не будет проруби. Паша посмотрел по навигатору. 50 километров будет там подъем. 50 километров туда ехать, 50 обратно, наверное, не поедем. Буду что-то здесь, наверное, делать. Или баня будет, не знаю. Такие дела, в общем. Все, встаем. Собираем. Хотелось похвастаться, ребят. Паша подарки мне подарил тоже. Короче, вот такую доску. Смотрите, из дуба, ребят. Что, говорит, брал в тайгу с собой и кушал только на ней. Вот такая дощечка. Во, видали, ребят? Класс, да? Вот буду ее возить с собой по-любому. Здесь можно резать вот так, а здесь вот накладывать, кушать. И, ребят, подарил очень мощный бинокль. Прям офигительный бинокль. А то, говорит, смотреть надо тебе. Плюс охотой будешь заниматься. Бинокль всегда, говорит, нужен. Вот такой. Сейчас даже распакую, покажу, ребят. Ну и этот. Девчонкам тоже подарок на Новый год. Вот такой, ребят. С утра уже Пашка сосиски отварил. Домашняя колбаса, сыр, домашний хлеб. Но сегодня уже, ребят, будем готовить что-то, потому что уже 2 дня или сколько мы кушаем. Все вот такие вещи. Что-то охота уже такого жидкого, знаете. Что-то непонятно здесь, ребят. Тут еще куча подарков таких всяких разных. О, выкидушка, ребят. Так, так, ага. Опа. Выкидушечка такая карманная. Подрезать что-то. Это уже компания накидала. Паша вот именно как раз работает в этой сфере. Соответственно. Так, ну здесь что-то такое, что я обычно не читаю. Сертификаты, гарантийный талон. Что-то повылетало, ребят. Я и говорю, что-то непонятно здесь. Фонарик, что ли? Еще. Здесь какой-то брелок. Подарок за отзыв. Вам не сложно, а нам приятно. Что себе. Это что такое, ребят? Не в курсе? Будем разбираться. Что-то такое интересное. Пока не понял. Тут что-то еще. О, там мультитул, ребят, маленький, смотрите. Фига себе. И получается фонарик налобный. А здесь что? Ну, так к фонарику идет. Смотрите, сколько подарков. Ну и в общем сам бинокль, ребят. О, серьезный брат. Раз. Так, они так снимаются, да? Вот такая, ребят. Вот такой аппарат. Ну-ка. Палатку видно, как настраивать надо. Ой. Класс. Вот и погнали, ребята. Наших городских поближе деревни.
Нормально так замело. Дороги нету. Сейчас с хозяином поговорили. Заведет опять мотособачку. Слабенькая, вообще старая. Еле едет, но пройдет, буранку сделает. Вот, кстати, живет хозяин. Видите, вот в этом доме. Вот тут и живет. Заведет, дорогу сделал. Пашка уже умотал. Я пока там что-то дома одевался. Со стола убрал, да что-то так. О, какие барханы, ребят, смотрите. Да. Дела. Вот так погода меняется. Как на севере, ё-моё. У нас также может быть. Обычно вот эти приколы, когда ночуешь, встречаешь, вообще попадаешь, бывает. Ну и бывает, когда заезжаешь на 2-3 дня жить, рыбачить, и вот такие вот казусы. Такая же оттепель, потом ураган, мороз и все. Вот почему должна быть палатка хорошая, техника уверенная, потому что вот видите, как бывает. Сегодня еще ветерок. Перчатки уже сегодня одел. Кстати, Пашка подарил, ребят. Смотрите. Пашка подарков надарил кучу. Все, топаем. Прикормку взял. Все взял. Идем. Блин, хочу судака, ребят. Большого. Жирного. Щука он попадает. Ну, неинтересно она мне. Щуку я у себя могу поймать. Вот судака охота, да. Мне кажется, если сработок не будет, то будем перемещаться. Будем перемещаться. Надо делать что-то. Так поставил и ловить тоже не получится. Надо, Миш, искать рыбу. Тем более в этом месте она такое актуальное, интересное, со своими приколами. Такие дела, ребят. Ну ладно. Прям вон завели собачку, ребята. Это хозяин базы у данной. Хотел дать в пользование, но я на него посмотрел и говорю, не, на такой технике я не буду двигаться. Она что-то там плохо заводится. Ну, бегает он, смотрите. 38-я гусянка там все-таки. Ой, дали какая. Даже дорогу тут нам не сделал. Ну ничего, полегче будет. Подхожу уже к лагерю, ребята. Вижу, сработки есть. Раз сработка, два сработка, 3. На судаковом месте, вот именно. На которую ставки мы вчера делали. Мы ночью вчера все поменяли. Так, а вот на том месте у нас дежурные. Сработок нету. Зараза. Видите, как. Хотя первый день там стреляла хорошо. Щука небольшая брала. Ничего, мне кажется, в Уфлазиме такая рыбалка даже, ребят, хорошая получается. Рыбу все равно достаем. Штучную, но достаем. О, ребятки, первая работка, и там у нас 2. Бац-бац, непонятно. Вот первый день вот там у нас судачок попался. Это все ночное, это судак. Будем смотреть. Что, брат, судака возьму, не? У меня, кстати, звук вообще не замерз вот это. А ее затянуло снегом, да? Капугой, да? Я раз туда это, там вода. Ну что, будет, ребята, не? Есть. Есть, да? Да. Так он в натяге стоял. Плохой. Ну, если вот сход, сход. Да ладно. Сход. Прикинь. Ё-моё, а? Как так отвалился, блин? Отвалился. Был хороший судак, ребят. Да? За 100% он там. Как так отвалился-то, а?
крутил крючок. Да, вот сбоку где-то стоял у него. Выплевывал, походу, всю ночь. Так жалко. Блин, отвалился. Как так? Первый раз, ребят, такое. Потому что на двойниках все заглатывает в основном. Жалко. Рыбка хорошая была. Ну ничего. Это рыбалка. Шанс тоже должен быть какой-то. Так, у нас еще 2 сработки. Идем смотреть. Перемело, блин, поляну полностью. Такая равнина стала. Ну вот. Смотал. А он побрил, смотри, как хорошо. Да. Непонятно даже кто. Да. Ну, на ту сейчас возьмем. Трофейного. А, тоже братан, походу. Нифига. Вымочки нет. А там он только сидел. Ага. Да. Жалко. Ну ничего не поделать. Ни хрена, да? Да, живет. О. Сараженцы. Может, изначально отвернул. Не, вон удар есть. Ага. Желаю. Как-то так. Судачок пока. Да такие переломы тоже погода. Такая метель, он тоже чувствует. Ладно, че. Вот так вот, ребятки. Вот получается. Ну, нашли мы щучью тропу, нашли мы судаковую тропу. Надо вот там все делать, перемещать. Там хорошо стянуло. Палатки-то? Да. Ну, конечно. Они засыпанные были. Я не знаю, или пройтись это. Давай я, наверное, пойду отобью. Ты подержи его рукой. Живой? Есть живой. Это хорошо. Паша пошел наживлять. Я закормлюсь, ребят. Сегодня вечером будем переставляться. Жалко, слили рыбку одну.
штучная тоже. Ну, Паша рыбачит в это время, и чё, говорит, ловится, Андрюх. Это я просто приехал, как обычно. Не клюет. Судака хотим ловить, щука попадается. Ну, для такого времени, ребят, даже сейчас то, что происходит, нормальная рыбалка. Тоже пошел. Леща тоже охота, конечно, попробовать поймать, но пока не получается. Ну, кормить надо. С кем разговаривал, тут все. Еще 2 дня, 3 дня где просто кормим, а потом тут рыбачим. Сейчас я тут мотылька прикормочка сделаю. Ну какой мотыль, ребят, хороший кормовой. Глубина небольшая. Кормушка можно и не забрасывать. Увлажненка мотыль тоже. Сейчас бахну. Тепло, ребята, палатка-то все равно греет. Но сегодня печку притащим. Поставим. Вот такие дела. Ну все, закормил я. Килограммчик побросал с мотыльком. Вот. Пойдем на базу. Сегодня будем что-то вкусное готовить. Такое уже домашнего. А то все колбаса, вот эти нарезки, или что туда-сюда. Вот такие дела, ребята. Такие вот дела у нас. Да класс, ребят, что? Все равно я обалдею, конечно, блин. Ну, что-то новенького для себя, это всегда вот круто. Всегда круто. Сегодня вот палатку, ой, печку поставим. Поглядим. Леща охота тоже поймать. Да все, охота. Приезжаешь, бывает вот так на неделю. Думаешь, блин, у тебя столько времени. А на самом деле, ребят, времени очень мало. Она летит вот так. Ну вот и все. Ну вот и все, ну вот и все, я ухожу из твоей жизни. Та-та-ра-та-ра-ра. На-на-на-на-на-на. Вот такие дела. Ну вот, ребят, дела сделали. Все, я закормился. Смотрите, какой бархан надуло за ночь. Офигеть, блин. Ну здесь нормально. Здесь нормально. Все. Паша идет. Доставили живца. В общем, сегодня будет, ребята, план перемещения. Тяжелица у нас дежурные. Ни одного загара нету. Их будем снимать, мне кажется. Вот у нас мы щуку нашли, вот здесь, в углу. Что-то ей здесь нравится. А там судака. Там 5 штук. Вот этих разбросаем. Здесь 2 добавим, там 3 добавим. Все нормально. Пашка идет. Идем на базу, ребята. Паша будет готовить тушеную картошку с мясом. Охота горячего поесть. А?
сниму туда. Ну и отдохнем с тобой сейчас. Добрый вечер, друзья. Короче, дело прошлое. Организм тоже не железный. Пашка наварил такую картоху тушеную. И, короче, я спал, ребят. Не пошли сегодня мы стоять на леща. Пашка пошел. Пойду, говорит, пробегусь. Андрюха, ладно, говорит, отдыхай. Жалится, говорит, посмотрю и вернусь. Ну и быстренько пошел, короче, говорит, жди меня, говорит, отдыхай. Потеплело, ребят, минус 10. Ветер вообще успокоился. Сейчас звонят, в общем, Андрюха, говорит, тащи сани. Рыбы, говорит, наловил кучу. Щука, короче, ребят, клюет. Вот так вот, такие дела. Так что все. Беру санки и вперед. Беру сани и вперед. Вот так вот как-то. Я, говорит, пройдусь, что там, загара будет, не будет. Посмотрю, говорит, быстренько и все. А в Оконцове вот так вот, ребят. Так что вперед, ребята. Иду. Ну, помогу сейчас выставить, переставиться. Потому что хотим переставиться, ребят. Вон, вижу, Паша. Там, на льду. Погнали. Сегодня нам дорогу сделали. Бураночка стала. Почему бураночка называют? Раньше просто на буранах-то ездили. И так и называются спокон веков. А так-то сейчас уже снегоходы. Это получается, что у нас? Снегоходочка. Ну, как минимум, дорога жизни, ребят. Помню, было, поломался я, а лыжи не вожу с собой. Вот по такой дороге выходил по лесу. Благо есть. До связи шел на километров 5. А если бы такого не было, все, ребят, там уже не пойдешь. Вот. Пропустил, конечно, я проверку. Но ничего. Завтра начнем. Покушал, помылся. В общем, ребят, и все. Организм у меня сказал отбой. Сплю просто вообще как этот. Как не знаю кто. Да тоже перед поездкой, я не знаю, 2-3 дня вообще не спал толком. Последнюю ночь вообще не спал. Перед рыбалкой, тем более перед поездкой у меня вообще такие мысли были. По приезду не спал толком. Ну да, не спал. Ну и так здесь
уже на базе. Чуть по чуть. Вот сегодня после душа, после обеда выключила меня. Топаем, ребят. Блин, ну надо было сегодня, конечно, стоять на леща. Ну ладно, я закормился. Нормально. Завтра будем уже рыбачить. Пробовать. Паша вон там фонарик сидит. Вот. Одна из щук, ребят. Душечка. Душечка. Пашка он поводок отрезает, ставит новый. Вот, пойду сейчас к нему. Вот так вот. Все-таки щука, ребята, берет. Видали? Судачком не везет, блин. А щука хватает. О, ребят. Пашка жару дает. Да, по трешку, братан, такая же. У него брюха, а? Охренеть. Ну та длинненькая, это какая-то толстая. Да, такая же, блин, мамаша. Ну, я видел, да. Поводок, смотрю, отрезал там, да? Да, и тоже маленький. Ага. Все, шикарно. Вообще. Ну вот видите, ребят, все равно идет. Хоть не судак, но щука, блин. Класс, вообще хорошая, блин. Как вчерашняя. Ну, завесим, потом придем. Сейчас будем ставиться. Будем ставиться. Короче, Паша начал здесь уже. Вот с той точки, ребята, дежурные, которые у нас были. Вот они щелкнули. Охренеть. А стояли, нифига. Видите, вечером выходит она, блин. Буквально на час, на два, наверное. Все. Рыбалки нету. Ой, дали. Щуки сколько. Да. Ну ладно, что, сейчас попрем. Будем ставить. Ладно, быстро сейчас все это сделаем. Плотва дохнет, карась живет. Что не делай. Ни хрена не получается его сохранить. Ладно. Под месяцок сейчас забабахаем. Музычку сейчас включу на телефоне и погнали. Такие дела. Домой топаем, ребята. Пашка красавчик, молодец. Все. Поймал 3 штук. Ну, мы тоже поработали сейчас. То, что весь живец был, ребята, все поменяли. Минус 10, ни хрена не минус 10. Что-то все мерзнет. У меня даже все, камера замерзла сразу. Вот. Так что такие дела. Идем на базу. Картошку буду тушеную кушать. Пашка сготовил. Ну, а Пашка готовит, конечно, ребята. Молодец. Ну вот. Дорога есть у нас сейчас, класс. Завтра хоть печку заточу. Пока Пашка за живцом поедет. Блядь, карась, конечно, такое себе. Но живет. Блин. Живее всех живых. Вроде как бы за живца такой вот. Ну, плотва намного лучше. Но, блин, плюс от него он живет. Вообще ему все равно. Ладно, сейчас все тут сушить поставим. Добавил немножко. Красиво, да, ребят? Вообще бомба. Ну, вот такие дела. О, ребят, 2,860, а 2,830 вроде, да, было? Да. Один в один, ребят, смотрите. Вот он глухозимый, трехи лупят. Это двушка. Это двушка. Он Пашка вот так снимает, режет. Потому что там реально возюкаться.
Эта двушка даже, наверное, чуть побольше будет. 200. Двушка ровно. 80. Ну, это железо 1,5 кило 600, наверное. Полторашечка. Вот так вот. Сегодня с утра не повезло нам. Сход был. А вот вечером вон по щукам, ребят, смотрим. Хороший щук. Да. 2 декада января. А щука вон хорошая клюет. Красотки. По сравнению вот с первыми днями. Щурята, а вот здесь прям достойные, блин. Как озябра, блин. Не сбросил, да? Полторашка, да. О, причем ровно, ребята. Четко. Эти прям 2 одинаковые. Больно пузатые, я хрен знаю, что они. Такие жирные. Вот так вот разложил сегодня Паша. Красота. Потихоньку стол поляна накрывается, да. Вон они, хозяева базы, ребята. В ночную вышли. А вот они тут. Вожаки. Че ругаетесь? О, 2 рыжих, блин. Вы че ругаетесь, братья? А где серый? А? Блин, толстый, ребят. Я хрен знаю, что они тут хавают, блин. Вот. Ну, Паша говорит, надо закрывать. Они щеку могут утащить. Котяры, Че ругаетесь? Ну-ка, надо мирно жить. Вот это, смотрите, бегемот, ребята. Ну-ка, нельзя. Надо мирно жить. Вы чё? Ну вот, друзья, заканчивается еще один денечек. Очередной день в Тверской области. В гостях у Павла по приглашению на рыбалочку. День пролетает мгновенно, ребят. Вроде встаешь, завтракаешь, выходишь на лёд, что-то переставляешь жерлицы, меняешь живца. Идешь, обедаешь, немножко отдыхаешь, и уже, ребят, темно, вечер, дни короткие, ничего не успеваешь. Но все же хотелось немножко, ребят, показать, как провели очередной день по рыбалке на судаку. Да, с судаком нам, ребят, не везло и не везет до сих пор. Ну вот, в данный момент выставил фотографии. Это трофеи рыбалки у Паши. Паша сам был удивлен, что попадается щука, так как за рыбалку 1-2, а в основном, ребята, щедрый судак вот, дарил поклевки Паши. Самый крупный судак именно в этих локациях пойман на 7 килограмм. В данный момент это фотография. И мы были уверены, что поймаем его. И Паша говорил: Андрюха, сейчас твоя поклевка, сейчас твоя. Ну, увы, ребята, 1 щука. Конечно, щука это тоже хорошо, это тоже рыбалка, но хотелось бы порадоваться, именно подтащить клыкастого, так как у нас в моем регионе его на жерлице не половить. Да, ребят, однотонный контент. Мне самому его тяжело снимать, но охота поделиться всем происходящим, как я прожил все эти денечки. И, соответственно, вот очередной фильмец, ребят. Не судите строго. Нам ничего не оставалось, как ходить, проверять, менять, ходить, проверять, менять, стараться уговорить клыкастого, но пока в пользу щуки. В общем, ребят, очередной день закончился, засыпая, мечтая, что судачок все-таки завтра попадется и все будет шикарно. Все, ребят, всем добра, увидимся, пока.
Доброе утро, друзья. Ну что, очередной день, ребят, как я нахожусь в Тверской области, с Пашей в гостях, у Паши в гостях. Ну, не у Паши, естественно, как бы, ну, по приглашению Паши, так скажем. Проснулись, позавтракали, яичница. Паша уже в 6 утра смотался за живцом, ребят, поселок, там, деревничку, ну, рядом который вот тут находится, не знаю, как называется. Прикупил карася немножко, плотвы вчера, потому что вечером все доставили, у нас живца вообще нет. Вчерашний улов, ребята, вот 3 штучки вот эти попались. 2,860, что-то двушка, кило 900, что-то, ровно 1,5 килограмма. Вот пока у нас, ребята, результат. Вот, конечно, охота половить вот именно вот эту рыбу, но что-то зараза бастует, не попадается. Но зато щука, смотрите сколько. Сегодня 18 января. У нас сегодня по расписанию, так скажем, по графику, баня вечером запланирована. Ну и сегодня крещение, ребят. Всех с крещением. Ночь, крещенская ночь. Погода минус 10, крещенских морозов не наблюдаем. Вот. Ну, к сожалению, здесь купели нету, проруби. Покупаться не получится, но в снежок хоть поныряю. В баньке попаримся. Вот. Ну что, собираемся, сейчас затащим печку, брикеты, затопимся там. Кормились уже вторые сутки. Вчера не получилось постоять на леща, попробовать, потому что уснул, блин, проснулся поздно. Да и в целом, как бы, не знаю, такая себе интересный момент, не знаю, по рыбалке как. Вот, все интересуемся, как, что, Паша не рыбачил, леща не ловил. Я тоже никогда не наблюдал на себя. На комбайне только, а так вот в целом, как бы, не знаю. Ну, говорят, что кормить нужно, все равно придет. Вот. Вот такие дела, ребят, что не знаю. А завтракаем, пьем чай. И на лед. Будем пробивать сержалицы, что-то перебуривать, потому что монки подмерзать начали. Надо новые делать. Вот. Ну все, ребят, погнали. Очередной день. Поехали. На водоеме нормально, все спокойненько, ребят. Вот сегодня опять же ветер. Каждый день здесь ветер. Вон, что делает. Ну и морозик. Мужички, смотрю, двое уже вон вышли. Скорее всего, лещатники, что ли, или что-то проверяют. Сейчас тоже попрем. Палаточка стоит у нас вдалеке. Ну, у нас сейчас есть буранка, ребят. Очень хорошо стало ходить. Говорю, наматываешь туда-сюда, туда-сюда, плюс там. Все равно километров 5, наверное, мотаешь в день, а то и больше, может. База, тишина на базе, никого нет. Мы вообще с Пашей вдвоем, грубо говоря. Кто-то заезжал в какой-то домик. Не знаю, но никого не видел я еще. Вот так вот. А так Паша говорит прямо вот отсюда, ребят, с базы леща, говорит, таскают на фидера летом. Лещ хороший попадается. Ну вот, так что как-то так. Да, конечно, переломы такие. Минус 1,0 было, потом сразу 16 утром, блин. Снегопад, потом мороз. Погода, конечно, играет, блин. Вообще в этом году какая-то стрёмная погода. У нас то же самое. Морозы, заморозки были. Вот так, ребята, у нас виднеется наша избушка с комфортом. Вот. Ютубчик смотрим. Собираемся. Что-то котов не вижу. Коты где-то погуляли. Утром где-то кого-то прячутся. Тут у нас саночки стоят. Мангальная зона. Сосиски жарили. Сегодня тоже что-то будем готовить. Вот. Сегодня заряжаемся. Печку потащим. Вот так вот. Кайф. Красота, блин. У меня отпуск, короче, ребят. Я вообще кайфую.
Отдыхаю. Просто отдыхаю. Берем, пьем. Берем. Так, да? Что ты такой? А, ты так типа, да, хочешь? Ну а почему нет? Ну да, почему бы нет. Отверстие-то на 8, видишь? Ага. Слушай, сегодня, конечно, вообще жесть погода. Да, там стоял один день вот такой вот ветреный. Ага. Вот маночку пробили. Пожалуйста. Ну, погода сегодня. Жесть просто. Охренеть. Так, друзья, ну что, сработок нету, ни одной. Раздолбили майну, запустили живца, поставили печурку. За бортом ужас вообще. Такой ветер, ребята, страшное дело. Минус 10 с ветром, блин, вообще. Палатки хорошо. Пашка пошел на базу, забыли аккумулятор от шуруповерта, потому что будем вот эти жерлицы, ребята, перемещать. Я закормился, сижу, смотрю на поплавок. В общем, тишина. Немножко тестирую холод, ребят, который привез. Интересная вещь, кстати. Немножко тут откалибровали его, немножко посмотрели. Там 3 режима. Сейчас покажу, в общем. Тестирую, ребята, и холод новый. Ну, видели, я показывал, сумочка есть. Это кто вот по хищнику, конечно, занимается. Тема интересная. Вот так поплавочек нацепил. Ну, и, в общем, вот так отпускаешь воночку его. Под нами 4,4 метра. Настроечки тут делаю. Чувствительность под мормышку, допустим, или там под ратлин. Ну, уже разную делаешь. Вот. Видно прикормку хорошо. 3, получается, 3 подсветки. Темная, белая и вот такая цветная. Шкала глубин. Не знаю, тут что-то такое интересное, ребят. Из лунки прям вот так вода ходит. Знаете, как на перволетку сидишь, вот получается. И она прям шевелится так. Что-то интересно, конечно. Прям глубина прям меняется. Интересно. Ну, допустим, мотылька сейчас сыпану, ребята. Будем разбираться вообще. Но вещь прикольная, интересная, мне нравится. Видели рыбу с Пашкой, когда сидели, сейчас смотрели. Такая рыбина здоровая проплыла. Ну, видать, то ли судак, то ли щука. Такие дела, ребятки. А с Пашку дождемся и будем переставлять, работать. Не знаю. Нет леща, ребят. Второй день кормим, как бы на точке никого нет. К сожалению. Ну, тут вот местные, вот они вот выше сидят. Палатки прям стоят. Все-таки, видать, есть разница. Там они рыбачат, а здесь вот никто, сюда никто не идет. Ну да ладно, что, так, ради эксперимента нужно было попробовать. Вон, глубина прыгает, это еще что-то непонятно. Ладно.
Пашки печка новенькая, прожигаем. Он уже вот так обгорело. Ну, за бортом, конечно, ужас, апокалипсис целый. В общем, вещь интересная, ребят. Интересно наблюдать так, смотреть. Так что такой девайсик у меня будет сейчас на вооружении. Понятно, часто им пользоваться не буду, но вот как минимум в палатку там где-нибудь что-то вот такое сидеть. Или вот, если получится у нас весной поехать на север, вот именно подходы рыбы смотреть, то там, мне кажется, его не понадобится, потому что там рыбалка-то от бога. Вот так вот, как минимум, глубина, что-то такое интересно. За бортом, ребята, апокалипсис, просто ужас. Что творится. Как-нибудь переставим. Палатку все-таки, печка стоит, замерз, зашел, погрелся. Пашка сейчас термос принесет, чай будем пить. Сегодня баня у нас в Крещении, ребят. Ну, к сожалению, только проруби нету. Ближайшие 50 километров вообще. Ну, ехать тоже далеко. Хотя Паша говорит, если надо, отвезу. Я говорю, да нет, что, туда-сюда будем сотку мотаться. Да. Вот так вот, ребятки, как-то. Сегодня сработок нету. Ну, видно, погода дурная. Соответственно, рыбка тоже капризничает. Но в какой день, ребята, не ходили, все с вечера, все попадалось. Как-то тоже вот выходит она к вечеру вот кормится. Ну, щука, блин. 2 трешки у нас получается. Паша говорит, сколько раз сюда ездил, говорит, ну в основном судак все ловится, а тут ты приехал и щука. Короче, щуку привез, ребят. 2 судачка у нас получается. Но щука хорошая. Для глухозимия рыбалка отличная. Да я так, ребят, так сказать, прокатился отдохнуть. Дома, да, у себя двигаюсь там на трудовые рыбалки, а здесь что мы выставились и вот потом 2 раза в день ходим, проверяемся, а потом что, дома кушаем, балдеем, комфортно, тепло, красота, ребят. Такая комфортная рыбалочка, конечно, кайфовая, я бы сказал. До этого ездил в избу, ребята, в сырущей избе с мышами ночевал, а здесь, вон, видите, как балдею. Для себя тоже, ребят, надо что-то новенького. Вот так вот. Да, не показывают рыбу, ребят, вообще. Прикормка сыпется, вот этот, на дне прикормка, ну, активности никакой нет. Ну, мы одну рыбу тут здоровую видели, прошел кто-то рядышком. Ладно, что. Сейчас Паша придет, жерлицы перебросим, переставим. В большей степени на них, конечно, рыбалка-то. Это так чисто, баловство. Ну, решили попробовать. Надо заниматься просто, что. Понятно, кормить надо сидеть ночь. Вот у нас ответственный, который за базой. Ну вот, он тоже рыбачит. Я вот хожу, говорит, там день-два кормлю. Бывает, говорит, вообще не поклевки. Потом, говорит, приходишь и вот поклюет. Так что, не знаю, может, не угадали с места, потому что все вот палатки там все стоят. Здесь нет палаток. Местные все-таки, я не знаю, где лучше-то. 4,5 метра под нами, не знаю, может, как бы особо что-то. Дно ровное. Ну ладно, что, как говорится. Рыбалка, она есть рыбалка. Надо заниматься, надо чем-то одним заниматься. Я вот так говорю. Просто думали, будем ходить. Ну, сидеть я имею в виду. Что-то первый день просидели. Сколько? Часа 3, наверное, просидели. Нифига. Вчера просто закормили. Вот сегодня днем, не знаю, вечером сегодня у нас баня. Что, после бани тоже не пойдешь. Заболеешь нафиг. Завтра вот попробуем, может, посидеть. Потому что погода завтра вроде налаживается. Была оттепель, снег, метель. Резко мороз 16 градусов. И сегодня вот морозик небольшой. Ну, ужас, что творится за бортом. Вот такие дела. Смотрите, ребят, что творится. У-ху-ху. Даже базу не видно. Жесть. Охренеть.
Да, без палатки бы здесь вообще, ребят, пропали. Ох. О, жесть, ребята. Лишь бы выдержала, блин, у нас. Палаточка-то наша. Флажок, друзья. Не знаю, или от ветра, или поклевка. Выхолод-то я видел какой-то зверюгу тут. Прошел. Вообще жесть. Вот эта локация конкретно, ребят, судаковая. В том углу вот щуку нашли. Вчера туда и добавили жерлиц. Те, которые у нас дежурные были. Вымотка полная, ребят. Фух, ветрище. Страшное дело. Подмерзли лунки-то. Ну давай, судачок, а? Порадуй. Опа. Что, есть вроде кто-то, ребят? Ага. Есть. Даже вроде неплохой. Идет как бревно. Паша говорил, судак таки идет. Не могу затащить, ребят. Завести лунку не могу. Не, щука, блин. Зараза, а. Как вы надоели. Душка, наверное, ребят. Думал, судак, блин, а. Не могу, ребят, я по судаку распечататься. Заглотил. Хорошая, блин. Щука-то. Вон на такую сорогу попалась. Крупную. Вот дневная щучка. Блин, я зевник ничего не взял. Ну ладно. Хорошо. Чуть не смело, ребята. Офигеть погода. Жесть просто. Бедная палатка, смотрите, как дуга здесь, в эту сторону ветер как раз бьет. Аж палатку надуло все. Хорошая, больше 2, наверное, килограмм, ребят. Блин, щука-то крупная, хорошая попадается. Вот днем сейчас хапнула. Так что вот, блин, зашел. Пока дошел, руки охренели, блин. Ладно. Сейчас Паша придет. Будем работать. Не знаю, как получится, конечно, ребят, но в такую погоду. Ой, страшное дело, блин. Непогода, ребят, но ничего, работать надо. Как ни крути, лунки подмерзли. Будем рядом новые ставить. Жесть, блин. Уху-ху. Ребята, не видать ни хрена. Ё-моё. Очень небольшая, нормальная щука, малышка, братан. Килограмм будет, наверное, точно. Даже больше, да. Вот видишь, свеженького захавал.
Не знаю, ребят, как видно, как слышно. Камеру все залепило снегом. Ну, мы сделали сплошную работу, все поменяли, ребята. Новые лунки просверлили, потому что промерзли. И вот только хотели собираться домой, ребята, и вот красотка такая попалась. Полторашка, наверное. Блин, хорошая щука здесь, конечно, клюет. Вот. Просто ураган, ребят, ничего не видать. Жесть, погода. Все уже убрали. Хотели идти на базу, и вот, пожалуйста, смотрю, загар свежий. Так все поменяли, ребят. Жерлицы уносят, улетают, блин. Охренеть погода. Снежная. Ну вот. 2 штучки, ребят, тащим на базу. Дневные щуки. Так, где у нас свежая база? Вот эти, да? Так, это 2300. Нет, 2500. 2500? 2520. Давай, смотрим. Вот так потихоньку, друзья, ковыряем. Завешиваем, что? Блин, ну щука вся хорошая. Погнали. Да замучил ты. Ты всегда угадываешь. Все, что? С тобой бесполезно, я понял. Сколько, братан? Килошка, Кило 400. Не сбросил. Даже больше потянуло. Толстенько. Кило 660. Видал, да? Угу. Вся хорошая, ребят, щука. Вот это вот крайние дни вот у нас все. Это вот первые дни. Так у нас разминка была. Ну, блин, жалко, вот клыкастого нету. А вот эти-то вообще машки хорошие. Хе-хе. Красота. Братик у нас за вкусняшка. Бургеры, ребята. Да, да. Паш, как мутит бургеры. Быстрый перекус будет. Как я говорил, сегодня баня у нас. Вот сейчас до баньки сделаем бургеры. Все, вернулись, все развесили, сушиться. За бортом, конечно, да, ребят, погода, не погода. Уже что творится. Банька топится, дым идет, да, с трубы. Хорошо. Кайф. Потрубились немножко. Отдыхаем. Сегодня уже не пойдем на лед в Сибане. Будем карты играть. Крещение сегодня. Вот наша палаточка. Еле видна, блин. Кушать, в общем, есть что, брат. Мы вообще хотели с тобой еще рыбу поесть. Угу. Тут что-то не до рыбки похоже. Совсем убытнешь. Слушай, забыл перчить чуть-чуть. Может, котлетку можно. Совсем отдыхивать сами еще. Сейчас скажу, как называется этот бургер. Вот придется матом называть. Нельзя? У меня слюни текут уже. Нельзя, братан? Матом ругаться. Можно один раз? Бургер называется «Разорви». Понял, что, да? Ну да. Ой, ребята, вкусненько, да. Сейчас будем кушать. Здесь разводится ничтожно.
не испортит всю картину. Лучок пускай колодец. Ну вот. Он будет сочный. Сочный, зараза. Ты заценишь. Там котлетка обалденная. Покажу сейчас баню, ребята. Иду подложить. Попросили нас подложить. Вот такая тут банька. О, ну тут тоже как беседка получается. Сидеть можно. Все уже готово. Вот такой предбанничек с Пашкой. Сейчас будем здесь балдеть. Пиво взяли немножко. Паша ребра жарит. Не ребра, а, короче, курочку там поджаривает. Телевизор тоже смотрю, Wi-Fi. Телевизор здесь везде, походу, есть. Вот такие картинки. Вот. Ну и помывочная. Ух. Бойлер, ребята. Туалет даже есть. Не знаю, не запотела. Запотела, наверное. Ну, тут горячая вода. Ну и там парная. Вот такая, ребят. Будем греться. Вода кипит. Вон даже, смотрите, есть какая штука, ребят. Можно залезть, побалдеть там. И вот душ есть. Ну, короче, все по фэншую, что тут говорить, ребят. Москва все-таки. Не Москва, но Тверская область, но все-таки это база. Вот тут будем балдеть, ребятки. Такие дела. Помыто, проверено. Вот так вот, ребятки. Так и рыбачим. Так и рыбачим, да. Хорошая рыбалка, комфортная. Как завтракают чемпионы для победы в поединке. Я выпиваю черный чай с 5-6 ложками сахара. Или что столицей оружейников Тула стала не один век назад. В 1712 году Тула стала еще и центром производства оружейных шедевров. А зрители канала Арсенал знают. Ништяк, ништяк. Банька огонь, ребята. Сейчас снег полетим. Крещение раз пропускаю. Блин, жалко, конечно. Думал, здесь будет купель какая-то, но нет. Фига. Ладно, что пилить, сами же не будем. В снежочек нырнем, в принципе. Как-то так. Хорошо. После таких рыбалочек, после походов потеешь все равно. Баня прям выручает. Я у себя баню уважаю тоже. С крещением, ребятки. Аккуратненько, надо не заболеть, потому что ехать домой еще.
Сидит, смотрит, ребята. Да не слышишь, Да красавчик такой, смотри, хоть посмотрел бы на него. Смотри, смотри, что делает. Аж терется, братан. Какой из них? Аж лупится, блин. Морда, да. Смотри, смотри, что делает, видал? Есть хочет, может. На, держи, родной. Заходи, только не заходи сюда, ладно? На, кс-кс-кс. Кс-кс. Только не хапни меня. Опа. И сразу ход пистолетом пошел. Они тут очень собак гоняют. Моего задрали. Да понятно, братан, тут такие коты дерзкие. Мой от них, знаешь, как дюлей получал. Сам пес, да, я тебе говорю. Сейчас, смотрите, покушает и опять вернется. Ну, колбаса-то вкусная, блин, нифига себе, дорогая. Ему тут хорошо. Сейчас вернется. Посмотрим, вторую этот дали уже. Смотрите, прет. Реально прет. Ну ты, братишка, это ты обнаглевший, конечно. Да вон, смотри, мы там аж лбом бьется в окно. Капец. Пушистый такой, красивый. Ну все, наверное, хватит тебя, что. Потом живца соберу, тебе со льда принесу. Все. У нас там много валяется. Катя, Катя, Катя. Ну все, нормально. Да, с пацаном он, но. Сейчас он. Сол так прикольно вообще. Ну правильно, что. Правильно. Таскать надо. Таскать. Конечно. Я своего что следующий год буду возить палатку. Да, надо с детства, братан. Конечно. Он будет рыбачок, по-любому. Что там, наживец живой? Должен быть. Хватит, да? Да хватит, да. Так, берем 10, да? Да давай, да. 10 плотвы. Плотвы посадим, а щук клюнет. Опа. Если она бодренькая. Надеюсь на это. Что она бодренькая. Одна дохлая. Она уже даже нахуй согнулась. Вот и бодрая. Вот одна дохлая. Ага. Так, еще дохлая. И снова в бой. И снова бой. В бой идут одни старики. Доброе, ребята, утречко. 19 января, крещение. Я уже сбился, какой день сегодня. Сегодня пятница. Но завтра, ребята, крайний день. Будем уже собираться. В воскресенье у меня поезд. Утро вышли на водоем. Ни одной сработки. Вообще ни одной, ребят. Ну а что делать? Работаем дальше. Как-то так. В общем, в первые дни, когда мы ставили дежурные, у нас здесь стреляла некрупная щука, судачок попался один. Ну мы сосуда сняли и все-таки
ближе к центру. Потому что щука неинтересна, ребят. Судак все-таки, правильно? Щуку можно и дома половить, какую-никакую. Да и Паша как бы заинтересован в большей степени рыбалку на судака. Но, зараза, вообще не клюет. Первые дни вот были вот эти загары, полные вымотки, прикусанный живец, что-то слабоватенько, ребят. Судачок клювал, а сейчас вообще перестал. Не знаю, что-то ему не нравится, не зашел. Как-то или нету его, или не заходит, не жрет. Ну, что-то такого. Щучка нет-нет попадается. Щука хорошая, сами видите. Кто смотрел предыдущие, так сказать, части моего путешествия. Под трешку, двушки, как бы, ну, такие хорошие щуки. А вот судака нету. Ну, что, у нас есть живец. Снимаем, ребят, сейчас вот этот ряд. Десятку. И вот этот береговую. Ну, как береговая, до берега, конечно, до хрена. Ну, будем считать так, что ближе к берегу, в общем, ставим, ребята, ряд. У нас здесь тогда стоял опять жалец, и сработок было много. Вот, с них и начнем. Возвращаемся, в общем, обратно. Хоть что-то как-то где-то зацепить, потому что там тишина, блин, вообще мертвая. У нас тут конкуренты, так скажем. На базу приехали еще люди. Вот мужичина, я так понимаю, с сыном. Ну, посмотрел рыбу. Паша ему немножко тут сказал, как лучше поставиться. Вот. Такие дела, ребят. Что, погнали? Сейчас разбуриваю сразу лунки и иду Паше помогать. Выставляемся. Погода вроде более-менее. Вчера апокалипсис был, но надуло снега, ребят, очень много. Буранку нашу задуло. Сегодня что-то минус 8 с утра, потом что-то 6 днем. Небольшой ветерочек. Ну, более-менее, ребят. Вчера творилось очень страшное просто дело. Такой задув был. Ну, ходить стало тяжело. Такие барханы, видите, местами лед прям чистый, грубо говоря, а местами по колено бархан. И неудобно, идешь, буксуешь. Вот. Так что вот как-то так, ребят. Ну все, понеслась что. Сейчас разбурюсь. Рядок. Может, что получится. Так. Все, идем дальше. Раз, два, три, четыре, пять. Готово. Вдвоем быстренько, классно работаем. Сегодня прям красиво, ребят, солнышко. В общем, выставили мы там жерлицы и решили поменять здесь. Тот край-то мы вчера поменяли, что смогли, а вот здесь не трогали. Ну что, не смогли просто физически. Заметало капитально. И в садок сейчас, ребят, лезем, а там снизу дырка. Надорвал, походу, когда вытаскивали там залет. Короче, там 5 у нас штучек осталось. Упали у нас все живцы, короче, блин. Паша, в общем, сейчас решил поехать заново. Еще вот куда вот мы ездили. Мне нравится Пашка, конечно, насчет этого заряженный. Прям вообще не ленится. Крайняя ночь, говорит, Андрюх, надо, говорит, грамотно делать. Все-таки судака тебе надо, говорит, поймать. Вот. Так что сейчас чай пью и начну пока продергивать вот эти. Ну, скорее всего, прихватило.
А рядом лучше новые лунки сделаю. Так будет проще. Еще щука крупная. Пашка здесь судака на 7 ловил. В такие промерзшие лунки мы их просто не затащим. А пищней потом вымучивать нафиг надо. Если так, на крайняк уже. Такие дела, ребят. Парнишка прям сюда встал. Прям возле жерлиц палатку поставил. Кстати, родственники Гицкоми. Вон, прям здесь, ребят. С сыновьями приехал. Посмотрим. Ладно, ребят, давайте. Работать надо. Погода, конечно, вообще кайф. Солнце, ребят. Очень рад солнцу. Я всегда у нас зимой очень редко солнышко. Такие темные дни, хмурые. Солнце прям кайф. Вот сколько здесь не находимся, каждый день у нас новая погода, ребята. Каждый день. Приехали, оттепель, метель. Потом сразу на следующий день мороз 16. Потом вьюга, ураган. Короче. Попадаем мы нормально. Вот так все и пробурю сейчас. Нафиг. Пока Пашка будет кататься, сделаю дела. А потом, может, побалансирую. Похожу. Ну, видите, такого понимания, ребят. Активности нету. На жерлиц. На балансир-то, мне кажется, вообще тяжело поймать что-то. Да, дядька, смотри, вообще наглый. Поставил вообще рядом. Ну, ставит точнее. Блин, ну это неправильно, конечно. Он вообще очень близко, ребят. Да ладно, мы как бы... Завтра уже последний день у нас. Ну, а так, конечно, неправильно. Такого выдаем еще, что? Места, что ли, нет? Но он заехал, ребят, рядом с нашим домиком и увидел рыбу. Подходил, спрашивал. Вот и погнал. Ну, ладно, что? Поджопники, что? Они везде есть. Пашка не поехал. Трубку не берут по живцу. Помогает. Ну, в общем, вместе ставим то, что у нас осталось. Все сейчас пробиваем. Перебуриваем нафиг. Все, ребята. Все, что было, поставили. И новая точка свежая, которая сработала. Была загара. А дядька там нас обуривает капитально. По кругу, блин, идет. Ну, а загарчик есть. Щучка, наверное. О, друг напротив друга, но... Ага, да. Почти полная. О, тащит, братан. Ага. Ну что делать? Хулиганка. Ну все, ох, полная вымотка. Погнали. А есть, брат? Не крупная. Да, вообще не крупная. Откуда ты такая подружка? Щеренок, ну заглоть. И вот все плохо не пустишь. Смотри, на карась плюнул. На карася, да? Живой еще. Поставим. Маленькая щучка, ребята. Зараза. Днем тут ближе к берегу. Ну, ничего не поделать. Заберем. Полная вымотка, да? Натяг стоит. Хорошо. Это хорошо.
карасика надо спасти. Натяг стоит. Ага. Вот жалко, не пустишь, что с ним делать? На живца и поставить. Ну да, смотри. Натяжечка, ребята. Есть. Что, пробуем? Опа, есть. Ну, повеселее, братан. Угу. Я тебе скажу, даже нормально. Угу. Как сапог, братан. Вот начал гулять. Как сапог идет сюда. Тихонько башкой мотает. Хорошая щучка. Не хочет рот открывать. Укол придется сделать. Нет, получится, да? Хотя швеется. Вышла, щучка поатаковала. Угу. Я говорю, здесь. Тут у нас по кругу обуривается. Там вообще труба. Дядька вообще с ума сходит, ну. Блин, так делать нельзя, конечно. Это же заход получается. Ну, это я считаю, человек такой. Хорошая щука. Ну вот, ребятки, видите, свежая луночка, свежий живец, вот, пожалуйста, ребейка. Тут потому что мы щучью добровку нашли. Если бы даже, может, и не снимали, в центр потом их не тащили, они бы, может, там каждый день щуку доставали. Ну, судака, блин, зараза, ход. Отзвонились по живцу, Паша пошел. Заодно, говорит, мясо достану, размораживаться на ужин. А я останусь, ребят. Сейчас принесу сюда шуруповерт. И хочу попробовать на ратлин подергать. Ну, интересное местечко. Сейчас как раз такое время, день. Щучка поклевывает здесь. Вот там и попробуем. Возможно, и загарчик какой еще будет. А там все тоже переделали, ребят. Нормально. Но дядька, конечно, в зал, ребят, представляете, и вокруг нас просто обурил. Это надо же, такая солидарности никакой нету, бля. Это нам весь заход с русла закрыл. С центра как раз, откуда мы ждем судака. Вот, бля. Подходил, ладно, познакомился, все нормально. Я охренел, конечно. Паша говорит, да ладно, говорит, нервы себе не порть, пускай будет. Ладно, погнали. Палатки Ташкент, ребят. Вообще кайф. Так, это мы берем. Сразу возьму все, что нужно. Так, лещ, к сожалению, не лещ. Ну, попробовали. Так, ну и вот. Возьму сейчас удильник, термос и погнали. Фу, ребят. Блин. Пока дотопаешь, вроде недалеко, а, блин, буксуешь, идешь, блин. За эту неделю нормально находили. Блин, сюда собирался, ребят, ну, в декабре уже с Пашей на связи, там, туда-сюда, что, как. Думаешь, неделя на рыбалке, а завтра уже крайний день, ребятки.
Время летит вообще быстро на рыбалке, не замечаешь. Ну, блин, я под впечатлением, ребят, по поездке. Пашка вот такой парняга, красавчик. Очень добрый. Класс вообще. Надо делать, ребята. Все-таки жизнь одна, все правильно. Надо. Если есть возможность, если все, ребят, получается, надо просто ехать и делать. Все это правильно. Потому что сегодня ты еще можешь, а завтра, возможно, у тебя и не получится. Так что не надо откладывать, ребят. Надо просто делать. Если дома все, поддержка идет, как бы вот супруга взяла, меня отпустила, как бы нормально, все. Ну, понятно, что переживания были, как бы. Пашу-то я вот так вживую, ну, не знал как человека, правильно? Тем более на самолете куда-то первый раз, ребят. Ну, под впечатлением, в общем. Красота. Такое, знаете, для себя мини-путешествие. Понятно, что рыбалка везде одинакова, да? Ну, на жерлице, допустим. Ну, дело-то не только в рыбалке, ребят. Ну, чтобы вы понимали, это весь процесс-то, это все понятно. Я уже давно этим не живу, как бы, знаете, там кучу рыбы наловить, там. Тут уже, ребят, кайфуешь от всего, от другого, остального. Это общение, новые люди. Блин, это кайф, ребятки. Так что надо делать 100%. Если у вас какие-то задумки есть, не откладывайте их на следующий год, там, туда-сюда. Делайте, ребят, делайте. Вот так все будет. Я чайку попью, немножко остыну и вот тут разбурюсь. Здесь какую-то бровку, кстати, нашел, когда вот мы жальцы ставили. Здесь вот тут эта полоса на метр меньше глубины, чем остальные. И как раз вот по этой полосе и две щучки-то и попалось, ребят. Ну, погода сегодня, блин, конечно, великолепная. Аж с водоема уходить неохота. Знаете, такое солнце. Кайф. Паша с очередным живцом погнал. Блин, живца, ребят, мы ушатали, наверное, штук, я не знаю, 200 точно. Помимо того, что у нас стоит, как бы, ну, там, щука там брала, там, что-то еще у нас. Вот сейчас мы, допустим, он у нас убежал. До этого сколько подыхало, и он дохнет, и дохнет, дохнет, и дохнет. Кайф. Ну что, ладно, попробуем. Попробуем. А вдруг получится.
Никак. Ну, Судак не хочет кушать, мы хотим кушать. Пойдем кушать, ребят. Пашка писал, приехал. Прошелся я вот так вдоль берега, туда. Не знаю. Да, я никогда и не рыбачил там. Тут надо упираться, конечно. Может, цвет какой-то другой подбирать. Но если бы ход был бы, другое дело. А так, на голову, если ты попадешь куда-нибудь, только так, а так. Ладно, погнали домой. Да, каждую ночь ждем восход. Да, каждую ночь мы ждем восход. Да, каждую ночь мы ждем восход. Да, каждую ночь. В коллекцию, ребятки, пополнение. Нормально. Каждый день вот что-то ложим на столик. И вот живец свежий подъехал, ребят. Да, братцы, каждый день мясо. Пашка не балует, просто балует. Стейчки, ребят. Вот так вот, красота, блин. Будем обедать. Да, на солнышке, конечно, приятно птица. Хотелось сказать, ребят, пару слов, наверное. К хорошему быстро привыкаешь. Я раньше очень много ходил. Очень много на лямпах ходил, на лыжах. Вот потом техника появилась, конечно, у меня уже свой режим. Загрузил все, что нужно и не нужно, и погнал. А тут вот так топаешь, туда-сюда, туда-сюда. Ну, 500-600 здесь сколько получается до палатки. Дорога такая, неважная, конечно, но раз-раз, километр, раз-раз, обратно до километр. И вот так жерлицами путаешься. В день-то получается хорошо гуляешь. Да для здоровья, ребят, хорошо. Мне кажется, надо даже для себя такие выезды делать.
заезжать и технику оставлять и ходить в большей степени. Ну, у меня сейчас охота, ребят, в планах. Вот там, да, там ноги нужны. На технике там нифига не подвигаешься. Будем стройняшками. Хотя мой вес меня устраивает. Мне не тяжело с ним. Нормально. Но я сам по себе мощный, большой. Ну, лишнее есть, по-любому. Для таких ходков, походов по охоте скидывать надо по-любому вес. Иначе проиграешь. Вот, такие дела. Так что даже хорошо. Я добрался, ребят. Все. Просто так решил сказать пару слов по поводу ходьбы. Даже Пашка подкалывал. Чё, говорит? Ну не на мотособачке, да? Я говорю, ну да. Блин, сколько мы тут уже топчем эту дорогу. А ее не бывает каждый день. Ее заметает постоянно. И вот гребешь снега, море. Ух, ветрище. Она не прекращается. Зараза. Ух. Ну вот, похоже на судач. Думаешь? Там щука у нас поклевала. Да, надеюсь, вот, ну, по всем моим тут историям, да, похоже. Надо, братан, надо котам рыбу взять. Потом возьмем, снимем все, дадим. Короче, я шел, тут что видел, 4 палатки стоит. Вижу, да. Ни у кого ни поклевки, ничего нет. Это выходные, да? Приехали. Похоже. Я там немножко палатки убрался, братан. А я видел. Буртом забрал, да, чукан. Я смотрю, ой, садок. зашел и пропал сейчас. Я так немножко подостыл. Что, меняешь полностью, да? Я меняю полностью. Ну да, что, у нас дембель, ребят. Пашка прям говорит, поменяем все, говорит, Андрюха, нафиг. Сколько на платную? Неудобно же, братан, давай сюда зарядим. Ну вот да, я мучаю. Сейчас заряжу. Нормально, Вов, ты займешь. Это быстро происходит. Только откопать. Ага. Ну, все дохлые, да. Дохлые, да? Вчерашние, которые мы ставили, все дохлые. Не зря это делал это. Блин, а что она так не живет-то вообще? Вообще ни одного живого. Вся колом. Поэтому не зря я поехал, блин. Может так все-таки вот появился, не знаю, может, конечно, это щука, но он похоже на судака. И время его перед, вот в основном часов 5 я ходил, снимал его. И вот дальний, видишь, сработали, куда я хотел доставить. Этот вообще придурок залез в наш жерлиц. Вообще, да? Вообще прям в наш, да, 5 метров. Ну, все, ребят, момент или только сегодня, и сейчас, или никогда. Полная вымотка, без работки. Не знаю, слышно, не слышно, конечно, но, блин, ветер постоянно здесь хороший. Надо же достать кулкастом, ё-моё. все похоже на это. Это вот то, что сегодня мы ставили утром, получается. Тут, правда, кажется, карась был. Тут даже карась, да, местами карась. Но здесь точка вот как раз именно судаковая. Поехали. Что там? Есть. Не понял. Да ладно. А ты говоришь, нету ничего Ну, такого. вообще ничего никогда вообще. Оп, все. Блин, сошел. Завел куда-то? Куда-то завел. Блин. Непонятно, на зацепе стояла, походу. Но ничего нету, братан. Все. Охренеть. Потеряли рыбку. Потеряли пацана. Дал. Тут зацепов никогда не было. Вот на зацепе стоял, братан. Ну
ладно. Надеемся на тот крайний, который в затяг стоит. Я не знаю за что. У меня рука не Судакова, братан, ты понял? Вообще никак, ребят, не прет. Что, задача? Ребят, идем к следующей. Там, который мы утром ставили, там надежды нет на Судака, только здесь. Вот здесь полный натяг, капитальный. Фух, дай бог судачка взять. Что у нас будет, нет, а? Как думаешь? Ставочки, ребята, ставочки делаем. Натяг вообще капитальный. Может быть, даже и хороший будет. Поехали. Есть. Сразу. О, хорошая рыба. Да? В районе двушки что-то есть сразу, скажу вам. О, вот сейчас башкой мотнул. Ну, вот здесь у нас щука попадалась первые дни. Не дай бог она, зараза. Давай, не ругайся. Колесо щука. Все ругается. Ругается, не хочет луку закрыть. Ну что ты там выдумываешь-то? Давай уже, хорош. Сильно прям, братан. Да ладно. Блин, а жаба. Что такое? Жаба, ребят. Да и хорошая, блин. Опять. Не везет, братан. Смотри, крючок где там? А, там, да. Ну. Не везет, короче, ребят. Судаке. Ну, в любви, возможно, повезло. Вот жаба, смотрите, какая опять хорошая. Щука здесь очень крупная. Как бы для глухоземья здесь вот прям щука щукой. Против надо, короче, инструмент. Так что такие дела. Нифига, видите? Не фартовая рука у меня. Вот там что-то вот было. Вот и там сход у меня тоже был. Пашка говорит, Судаковый. Ну, все, что сходит, это сами знаете. Это самая крупная рыба. Самая, самая большая. Самая эта песня, да. Вот. Ну, такая жабка. Хорошая. Больше 2 килограмм. Блин, ну вот все вот так вот. Вот туда. Все далеко. О, какая красавица. Ладно. Пашка в шоке, ребят. Столько стоял здесь, сколько рыбалок у него было. Ну, от количества щуки я вообще в шоке. И столько щуки попадается вообще. Ну, вот обычно такого не было. Не знаю почему. Вот так. Сегодня, сейчас. Не может быть так, что уже я приехал и так получается. Зараза, блин. Не видать счастья Судакова, ребят. Ну ничего. Рады тоже щуки. Я рад. Так, у нас 2 сработки, да, здесь, братан? Да, туда. Все. Сейчас пойдем туда. Ну там по-любому есть загар. 100% есть. Щучка там есть. Там все свежее, все новое. Новые луночки. Так что должно все нормально быть. Поменяли поводочек. Сразу Пашка вообще не церемонится. Маленький изъян сразу меняет. У меня, говорит, это расходник. Так что я его поддерживаю. Я тоже не люблю, когда что-то кривое, вот это косое. Можно выпрямлять, там может церемониться. Когда вот стоишь долго неделю. Ну что сейчас? Будем мы сейчас вот этим заниматься. Конечно. Там, ребят, забираю трофеи наши. Пускай грызут. Меняем полностью все. Даже карась живой меняем на плотву. Как говорится,
немельский аккорд. А вдруг хапанет. Наши старания должны как-то себя реализовать. Вот. Сейчас пойдем туда, ребята, на ту точку. Вот тут осталось 1, 2, 3, 4 жерлицы. И туда ползем. А? Слонище? Ну не совсем прям слонище, но там есть и больше. Ну да. Мы сейчас туда на щуку поставим. Там щука хорошая. Придется. Что у нас там все? Последняя? Тут, кажется, еще одна штука. Еще И там. последняя что-то. Запутался. По традиции, ребята, не изменяем традициям. Блин, ну опять хороша, смотри. Это сегодняшнее. Вот надо... Не смотрите, это раненое. Ничего, да. Это мы говорили кило 300, кажется, 200. Да, кило 200 я даю, 250 есть. Нет, Кило 200, да. Это опять, ребят, больше 2, смотрите. Блин, ну вся щука класс, а. Очуметь, блин. Вот это, наверное, соглашусь. 2200, 2300. Кило 200, да. Опа. Ну, уже стола не хватает. Второй слой идет. Наковыряли. Ты заходишь, прям так пахнет щука свежей. Класс вообще. Ага, даже видите, чуть промахнулись. Я поэтому даже с тобой спорю. Кило 350. Надо спорить, братан. Ну давай вот эту поиграем. 2300 даю. 2300? Угу. Да, я где-то, ну да, 2400, да, где-то так, братан. 100%. Должна быть. Вот эта свежая щука сейчас попалась, которая. 2300, 2400. Ну да. Тут после таких, ну, этих поклевок уже немножко глазомер набивается, да, братан? Ну, вся за 2, ребят, смотрите, вот что вот это, больше килограмма. Это вот что-то там, я не знаю, 20 с лишним. Это кило 600, вот это я помню. Это по 3. А это вот, кажется, с этими одинаковые. Вот эти, да, 2 большие у нас. Ну, вот так. Хорошо. Ну, каждый день носим. Вот сегодня тоже 3 штучки поднесли. Ну, 2, ладно, будем так считать. Ну, работаем, что, наловим. Ну, зубастого нет. Клыкастого, да, вот нету, жалко. Вот первый, ребят, 2 штучки попалось. Как на рынке, братан, слышишь? Почем рыбка? Кстати, почем в Москве рыба, братан, скажи людям. Я не знаю, чуть кажется, около 300. 300 килограмм, да? Да, это получается у нас 2 с лишним, это 500, 700 рублей, да, грубо говоря, там, да, за рыбину, ребята, надо отдать. Да, так и есть. Вот где-то так, вот считайте. У нас 180 у нас щука стоит. Или 150 даже, не помню. А судак почем, это не знаешь? Судак, я не знаю. Судак, наверное, дороже, да? Дороже 100%. В Тамбове, знаю, 600 рублей килограмм. 600 рублей килограмм в Тамбове? Да, а в Москве, наверное, плюс-минус так же. Что это получается вот... Знаю, а ну-ка завесь его, братан, мы его не вешали. Она на килограмм, наверное, весит, да? Что, типа за него надо 600 рублей отдать будет? За свежего, да? Ну, в Тамбове, вот мне Корешок говорил, да. Че себе, блин. В Москве, честно, был на рынке, но не помню. Ребят, пишите, кстати, почем рыба, вот у кого как что стоит. Тоже интересно будет посмотреть. Ну да, килушечка он, да. Но он уже промерз. Будет тяжелее бы был. Килограмм бы 100% весит. Ну что, братан, скажешь вообще? Вот у нас рыбалка заканчивается потихоньку. Ну, хорошая.
Ну ты вот говоришь, что вот... Очень, я никогда столько щук не видел здесь. Вот, обычно 2-3 я становлюсь судак весь стол. Я не знаю. Да? Ты пришел с щукой, да? Ну правда, я не знаю. Все мои рыбалки только судак в основном. Я тоже, ребят, надеялся ехать-то вот именно за вот этой рыбкой. У нас же такого не поймать. Ну это... Причем судак, да, вот такой весь был, такой, ну вот на 7 максимум, 3, 4, 2. Вот. Хороший, да, бандит, да? А сейчас щука. С чем связано, непонятно. Непонятно вообще. Пашка говорит, что щука очень вкусная, ребят, чистая, смотрите. Вот какая-то вот есть вот немножко вот, допустим, это темная какая-то вот, не знаю, есть какие-то вот желтенькие такие. Вот это опять сейчас темная попалась у нас. Вот такие какие-то светлые, на песках что ли двигаются. Ну а хвосты-то одинаковые все, красавицы. Ну вот, ребят, такой у нас результат. Да, завтра плотва заряжена, ждем завтра. Плотву зарядили, ребят, мы завтра ждем вообще рекорды. Все, домой пришли, натопались. Все, поменялись, что у нас по времени. О, по 8. Так, ну что тут стоит? Ничего не будет. Замерзнет, братан. Замерзнет? Да, в холодильник надо ставить. Ладно, сейчас. В холодильник поставь. Разберемся. Ну, что тут по-другому никак, ребят, что уже пошли ребра, короче. Паша, короче, ребят, всю неделю у меня мясом корм. Домашняя колбаса, бургеры мы хавали, стейки, сейчас вот ребра. Жгем вообще нормально. Зато рыбу мы наловили, рыбу ни разу не готовили. Хотелось тоже что-то приготовить, но вот так, ребят, что. У нас мяса много. Надо тоже, куда его потом пропадет, надо готовить. Сейчас ребрышки сделаем, затушим с картошкой. Нормально, еще макароны есть. Короче, еды очень хватает. Не голодаем здесь вообще никак. Вот такие дела. Что, вот пришли. Живца много взяли с этого, ну, со льда, то, что у нас оставалось, и вот то, что поменяли, там какую-то мертвую. Сейчас будем высматривать коты, ребят. Я тут насчитал 4. Два рыжих, 2 бандита дерутся постоянно. Вот этот серый, который нагло постоянно приходит каждый вечер, просит у нас. Придет по-любому. И какой-то там еще такой худенький. Ну вот. А так вот они такие лютые. Парняги, конечно. Будем ждать. В общем, у нас там вот в саночках живец. Ну, не кидали. Сейчас придут и попробуем их тут покормить. Как они воруют, да, хотим посмотреть. Ну, залезет вот он в сани или не залезет. Паша говорит, давай специально посмотрим. Потому что у него вот они вот, видишь, сейчас застегну, ребят, схожу. Дырочка была, он зашел туда и с воды, из кана достал 10 живцов. Живых причем. И падла съел. Вот это да. Сейчас схожу, ребят, закрою. То проиграем, ну.
еще круче, чем лайки. На улице сегодня вообще классная погода, ребят. -5. И ветра нет практически. Соседи тоже, смотрю, заходят. И наконец-то вот у мужичка знакомого, у Паши, с работки. Он первый день неправильно выставился. Паша говорил ему дальше зайти. Вчера он продвинул жерлиц, и вот есть сработки. Есть ложочки. Что-то я смотрю, у нас загаров нету. Да. Очень плохо. Мои старания направо. Сразу пробейте луночку. Да, желательно рукавицы снять, чтобы стравливать. Я вот вообще не могу в перчатках. Тоже не могу. Тут, наверное, есть. Если на двойниках, то точно сидеть что-то. Ну тут натяг было. Да ты можешь не засекать уже она. Скорее всего засеченного, да? Что-то ничего нет. Она может тут пойти. Да. Или что-то есть. Двойники они в стеклу там глотать. Тройники надо посекать. Что-то есть. Просто идет без вообще без. Ну сейчас возле лунки бодать начнет головой. Судак. Он судак не борется особо. Угу. Судак. А, судачок. Ух, блин. Судак подошел. Клыкастый. Бля, я не взял этот самый. Как, выниматор. Сейчас вряд ли вытащу. А, в принципе, я домой заберу и там все вытащу. Сейчас я просто смотрю. Картина, ребята, такая. В общем, шли один загар, и сейчас только-только на глазах бахнул. Ночью у нас один загар. Народу, смотрите сколько. Офигеть. Паша говорит, столько народу, не помню, что было. Та точка у нас тишина. Ну и вот, сейчас вот у мужичка пощелкало. Ну, судачок только один, походу, небольшой. Ну и вот у нас получается 2 загара. Только что и вот с ночи. Пойдем посмотрим. Прилип. И луночка не промерзла. Погода. Все хорошо. Ага. Оп. Вот. Держал. Дождаться. Держал. Во рту держал, да? Держал. Прикинь, как это долго. Ну вот вялый. Не крупная, братан, была что-то. Да? Ага. Вялая рыба, сука, какая-то. Ну, щучка, походу. Ну, ставим сейчас, пусть стоят. Щук ходит, она клюнет опять. Подольше чуть надо было. Угу. Бля, куда дольше? Как? Так не говори, да? Не Сколько прошло, ну. Вот так вот. Да, 3-я ночь у нас пустая, но вообще днем будет по-любому что-то. Когда мы первую, да, приехали, когда сюда пришли, у нас было 5 работ. Сейчас все станет до конца. Давай, братик, ты доставай. Давай. А вдруг у тебя рука? Вяленько сейчас. Опять спусть ест, а то опять сейчас выдерну. Надо, чтобы крючок в заглот был. Там да, осталось там 4 оборота. Да, дядька, тут, конечно. Я тебе ночью говорил. Жестко. Сработало у нас. А сработало у нас, говорю. Я это говорил про это. Так всегда будешь хитрить. Работаем, братан? Работаем? Мне кажется, рановато. Рановато? Ждем.
скушаю. Снег пошел. Че? Снег пошел. Ну он так что-то. Но Ну он сейчас закончится. спокойно. Погода. Да пробуй. Опять бросил что-то. Вот. Ну рано, говорю. Понял, братан. Не тянуть крючки, спешить. Да, вообще никак. До последнего надо ждать. Опять изо рта. Смотри. И судак, братан, понял? Судак вырвал из пасти, он тут. Короче, надо вообще... Не надо вообще к ним ходить, попозже чуть-чуть. Да, да. Ай, как обидно-то, а. Ну не крупная, братан. Не крупная рыба. Да, если попозже пришли. Ребят, убрали наш лагерь. Так мы лещей не положили. Ну, сейчас приятно наблюдаем, у нас та сторона стрелять начала. 2 загара. Вот только-только. Щучка вышла. Спешить не будем. Как красиво сегодня на озере. Вот детки гуляют. На базу приехали, видать. С мужьями. Мужики на льду. Девчонки дома. 2 загара у нас там. Только-только. Так, ребят, ну что, полная вымотка. Скорее всего, здесь щука. Вот. Когда хорошая клюет, может более-менее. Сюда выматывать. Там, скорее всего, белый судачок клевал. Давай, братан, трешечку делай. Красиво. На стол-то надо положить сегодня. Скажу сразу. Пилушечка. Идет. Около этого. Ага. Да, мелко. Вообще даже пилушечки, наверное, нет. Баловница. Царица. Карасик. Да, карасик. Идем и думаем, что такое вот. Возможно, даже вот эти поклевки судачиные, ребят. Он берет и держит. И не мотает. Сколько прошло времени, реально, сколько ждать-то надо. Все, ребят, мы тащим вещи на базу. Все сушить. Все отбивать. Потихоньку собирать вещи. Вечером придем, снимем жерлиц. Сегодня ночью выезд домой. Как под заказ, ребят. Мужичок подъехал местный. Поинтересоваться, как рыбалка. Я говорю, отвезешь? Отвезу, говорю, что мне. Котика, артикет американский. Хорошая машинка тоже. Ну вот, кайф. Так бы тащили сейчас. Круто. Ну вот, что. Как-то так. Не знаю, ребят, что за поклевки такие. Судачиные, скорее всего. Вот берет и держит. Ждали уже, ждали. С оттуда дошли до туда. Первая сработка, которая была, мы ее сначала проверили, потом ее и подвонкой стоит, держит в зубах. Вот зараза.
Сейчас я верну тебя обратно в состояние тупого! Становись опять обезьяной! Ну так не делаешь, как там. Ну, выходные, ребят. Молодежь отдыхает. Веселье там. Ну, прям. Напоследок судачок. Сейчас примерзну. Ну ты прям горку делаешь, конечно, пиздец. Да? Ну зато не замерзает. Я просто на Новый год тут намучился. Знаю, что это такое. Что там? Неужели нет? Что-то, братан, очень-очень мелкое. Да? Нет, он пошел. Сейчас пошел. Щукарек, наверное. Наш любимый щукарь. Ого-го-го-го. Да, небольшой, баклавик хороший. Ну нормально, хули. Ну, полтораха. Двуха даже. Да нет. Двушки нет. Двушки нет. Ну, полтора-два. Ну, ебать. Прям это, у палаточки, видишь, терся. Ага. Красота. Прям у палаточки терся. На плотвичку. У него там лещ. Да ладно. Лещ у него. Хороший ты просто. Я тебе отвечаю. Ну-ка. Смотри, расперл. А, ты тут? Лещ там костер здоровенный. Ну не лещ, а подлещик. Ну он тут и терся у палатки, наверное. Вон это братан хвост. Ничего себе. Да? Леща взял, еще и живца взял. Ну щука она же, бля, неуемная. Что-то с ножички. Я надеюсь, что там кустики торчат. Может, блядь, ума хватает, что не наехать на Да тут кустики. хрен знает, смотря насколько они синие. Ну, я согласен. Если перевернулись, значит синий пиздец. Угу. Это он ее посадил за руль, они завалились. И не успокоились. Достань за хвост, Не получится, не наверное. получится? Широкий. Ты не захватил крючочки? Не, в доме, в доме. Ну придешься, зайдешь, если что. Да я тоже там часок и ну зайдешь, мы брать-то не берет нихуя. Мы До 11 я точно не буду из-за леща ебить никого. Ну да, мы сейчас будем собираться еще. Там. Заходи. Во сколько поедешь? Мы часов 2 будем выезжать. Ночью? Да. О! Правда, лещ. Лещ, да. Смотри, сожрала, да? Угу. И еще взяла плотву. Ну жрет, щука жрет, поэтому клюет. Поэтому, братец, она нас и одолела. А вот судак не жрет, понимаешь? Подсорога-то такая же, смотри. Видал, какая мать голодная, блин. Угу. Да я тебе говорю, потому что жрет. На судак нет, он, видишь, он бастует. Почему-то. Пришли, ребят, на дальнюю точку. Там не стали трогать. Ну, еще время есть выхода. Там постоят. А эту им будем собирать сейчас. Тут один загар у нас получается. Днем у нас еще было утром один, и 2 мы слили. Сразу подряд. И здесь поймали щучку небольшую сегодня. Вот такие дела. Все, снимаем жерлицы. Поработали на славу. О, газуют, катают.
Ну вот и все. Закончилась история, но она еще не закончилась. Еще добираться до дома. Такая, ребята, луна вышла. Сегодня морозец будет. Завтра 15, что ли, обещают. Прощаюсь с водоемом. Шикарная рыбалка. Трудовая, да. Ну, для января месяца, ребят, мощно. Не получилось половить судака. Ну, зато щуки надубасили. Пашка тоже удивляется, что сколько он здесь был, сколько он рыбачил, столько щуки не видел. В общем, недопонимание небольшое. Пашка говорит, придется, Андрюха, вернуться тебе еще раз на последний лед. Здесь хорошая рыбалка будет. Так что поглядим, ребят. Будем живы, как говорится. Не помрем, может и приедем. Все. Спасибо, водоемчик. Походили, побурили, погуляли. Все. Поднимаемся на базу. Сейчас сушим жерлицы, пакуем рыбу, грузим машину, немножко отдыхаем и ночью стартуем домой. Ну, в Москву, вокзал, поезд, и потихоньку поеду.
Что, ребята, доброе утро. Город Москва. Мы вернулись. Ну, сейчас, ребят, мы выехали. Время, чтобы вы понимали, 7:30. Ну, сейчас заезжали позавтракать. Всякие бургеры. Паша мне тут откармливает все, короче. Ну чё, большой город, ребята. Интересно, конечно, так все. Из деревни выехать, блин, так диковато даже немножко. По МКАДу шли, тоже красиво очень. Красота. Заехали сейчас в магазинчик, купил там воду, там, ну, кофе 3 в 1 там взял. Ну, в дорогу, в поезд. Все-таки сутки надо будет ехать, 26 часов. Вот, ну и сейчас, получается, на вокзал потихоньку будем карабкаться. Вот, 10 у меня, ребят, ну, выезд. Сейчас надо все пройти, эти регистрации, эти там проверки, вот эти, сейчас же, знаете, все это, досмотр, там рыбы столько, лишь бы там и не охренели. Но, в принципе, иду на Лабутанге, как бы, там должны знать по рыбалке все. Так что вот такие дела, ребят, все, едем. Ну что, друзья, по моей улыбке, наверное, понятно, что я дома. Добрался, ребят, добрался домой. Время у нас 12:28. Ну, в общем, позавчера в час ночи мы с Пашкой выехали, и только-только я сегодня дома.
Хорошее путешествие получилось. Я даже не знаю, ребят, что сказать. Сейчас с поезда вам ничего не скажу. А скажите лучше вы сами. Для деревенского пацана, ребят, прокатиться по стране своей, по матушке России, блин, это круто. Познакомился с Пашей, блин, вот такой мировой пацан. Вообще, на эмоциях была поездка. Что-то новое, вообще. Ну, кайф, ребята. Если задумали, делайте. Я вам еще на льду говорил, когда были в Тверской области. Ну все, дома, ребят. Впереди таежные истории, как обычно. Начнем. Конец января, февраль месяц. На моих бурандах, смотрю, не видно, замело все. В общем, все, ребят, я домой. Потихоньку отдыхать, монтировать для вас фильмы. Заниматься рыбой. Привезли столько рыбы, котлеты, автоклав. Надо будет готовить. Ну и, в общем, увидимся, ребята. Увидимся. Все, всем спасибо за просмотр, спасибо за поддержку. Спасибо, кто поддерживает, комментирует, ставит лайки, дизлайки. В общем, давайте, ребят. Быть добру. Пока.